Ребят, всем привет-привет. Рад всех вас приветствовать. Так, сегодня что у нас будет? У нас сегодня будет разбор патча. А то я так его технично пропустил. И хотелось бы посмотреть, что к чему. Вот. Так, сейчас, секунду. Угу. Так, проверка. Так, что у нас камера отрубилась. Знакомый очки одел. Да. Они самые. Так, я бы хотел сейчас проверить, уточнить у вас, как вы вообще меня видите. Есть ли какие-то проблемы со связью, с пингом? Нет ли задержек? Потому что сегодня у нас еще подрубается ВК Play. Вот, я вроде как бы все настроил. Ну, как бы по моим показателям стрима все хорошо. Все ровненько. Нету никаких пропусков кадров на все три платформы. YouTube все норм. Twitch, пожалуйста, вас 4 человека. Кто-нибудь отпишитесь. Как качество? Если все нормально, то будем стартовать. Спасибо, ребят, спасибо за обратную связь. Я должен был убедиться, что все хорошо. Так. Все, Twitch норм. Отлично, супер. Значит, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас с вами полетим, вступим за ангелов. Потому что я хочу все-таки этот контент пощупать, посмотреть, что к чему. Так, я даже не знаю, с чего начать. Давайте я для начала открою. Блять, где вот он, вот эти вот все вещи открою себе в браузере отдельно. Так, первым делом мне надо вылезти с рорки. Сегодня немножко так отдохнем от копочки. Ну, возможно, в процессе еще вернемся к ней. Сейчас полетим, пересядем на другой клон, потому что этот клон у нас с кучей импов. Я бы не хотел его сейчас где-то сливать, если полечу. Вот, поэтому полетели мы потихонечку, переобуемся. О, так у нас еще тут... У нас тут еще, походу, дропнулись на кого-то. 3 минусов в системе. Ну как, ребят, вы вообще уже пощупали новый патч? Что там к чему? Разрешение получено. Ой, вот так вот усядемся поудобней. Я тут узнал, что гуны строго присоединяются к фракции. Так, давайте вот на южанина пересядем. Короче, гуны строго за фракцию ангелов. Вот, поэтому... Так, а что у меня есть PvP-шно? Я так вообще прикидывал. Я думал, полетим, наверное, на каких-нибудь вольфах туда. У меня есть вольф здесь? Да, вот у меня есть вольф здесь. Давайте сейчас проверим. Может, у меня вольфа... Пока не успел, копаю на омегу, планирую завтра. Ну вот я тоже 14 числа уже вышел, вот покопал на проплату аков. Все-таки хочется проверить, что там у нас получается с патчем. Тем более пятница. Торопиться некуда. Так, ну у меня есть один вольф. Давайте его я, короче, погоню сейчас в один DQ. Сразу создадим флот
с нашим мальтом. Так. Все, полетели. Сейчас обуемся альтами, всеми, короче, этими. Включаю варп Ну, я много не погоню, я два окошка погоню. Вот, попробуем, посмотрим, Включаю варп покрутим. двигатель. Может, какую-то даже ЛПшку заработаем. Я хочу посмотреть на эти врата Зарнах. Говорят, прикольная штука. Ох ты, ёпрст, так они здесь. Так, я, наверное, с ними сейчас не справлюсь. Здесь на выходе, наверное, кто-то еще висит. Ладно, давайте, ладно, отварпываем. Включаю варп двигатель. Малек. Блин, у меня Фалькон и Вольф. Я даже не знаю, что делать. Так, зашли за мной. Они зашли за мной. Так, я здесь, получается, с Эдиком. Так, давайте сделаем орбиту 500. Эдику тоже сделаем орбиту 500. Так, вот они три. Я что-нибудь могу с Фальконом сделать и с ними, а? Если они сейчас зайдут. Так, у Фалька, подожди, у Фалька дальность 35. Давай мы сделаем Keep it range 25. От ворот мы на 25 улетим. А, я не могу улететь, да, на 25. Хорошо, я поднимусь наверх. Дрожание камеры ужас. Ну блин, а мне нравится. Куда деваться? Мне дрожание камер нравится. Не, короче, они за мной, походу, заходить не будут. Ладно, давайте опустим этот момент. Короче, у меня какая сейчас идея на вечер. Я сейчас вот двумя окошками своими, то есть основой и боевым альтом, я хочу полететь, вступить в ангелы, может быть, покрутить эти ЛПшки, маячки там, ну и в целом пощупать этот контент. Немножко отдохнем от копки. А возможно, если нам вообще не понравится, то мы всегда можем вернуться и покопать. Ой, я в БТ... я в 5 БТК зашел опять, да, ёшкин кот, вот я дурачок. Ладно, если мы сольемся, будет какой-то экшен. Давайте сегодня... Так, 3 чувака. На мальке, на вексик у них. Ну, давайте попробуем подраться. Хотя я их не продавлю нифига, нет, это глупо. Это максимально глупо. Да, зашел малек, походу сейчас, походу все равно я сейчас отгребу. О, какая красота! Слушайте. Угу. Так, эти не, подожди, эти ребята заходят. Эти ребята заходят. Так, мы висим. Мы висим и не деклочимся. Они сейчас зайдут в 5 БТК.
Потому что это разные ребята. Мы просто повисим, подождем. Так, они проходят. Так, малек вышел. И малек пошел за ними. Так, все. Я тогда ухожу. Включаю варп-двигатель. Так, ну ребята пошли походу на кого-то дропаться. Успею. Так, Фальк успел, все хорошо. А че я туплю? Он же отклочный. Растерялся немножко. Очки создают объем? Да, конечно. Я в киберреальности. Очки создают объем и охрененный антураж. Когда мы смотрим что-то новенькое в Евке. Включаю варп-двигатель. Так, ну чуваки, реально здесь что-то, короче, прям много их. 5 тенников. Включаю варп-двигатель. Так, все, сейчас я альта сажу тоже на Вольф. И полетим. Правда, еще не совсем понимаю, куда лететь. Но сейчас разберемся по ходу дела. Такс, что у меня здесь по... Все здесь хорошо, сейчас только альта переобуем. С Фалька. Очки плюс 15 ко всем навыкам, зря ты так. И плюс 100 к харизме. Так, все, давайте докаем. Разрешение получено. Кстати, сейчас сразу давайте проверим. Опаньки, ребят, сейчас я дверку открою. Домашние мои пришли. Сейчас буквально меня на 3 минутки пауза. Так, все, ребят, я вернулся. Я здесь. Так, давайте пса скинем во флотик. Чтобы у нас было 2 одинаковых вульфа. С возвращением. Спасибо. Так, симулировать. Мы не можем пушки. Что? Для пушек нам надо... 40... Господи, ну давайте мы сейчас это все просто загрузим.
Я-то думал, тут чего-то страшное. Нет, давайте сразу так вот. Во вторую. Короче, сейчас сразу проучим. У нас 12 тысяч, правда? Закончено освоение навыка. Вот так вот сделаем. Дратути, привет. Привет, Лукиш, привет. А что у меня только 720 качества? Дратути, не знаю. А где? На Твиче? Да нет, вроде как бы должно быть и побольше качества, не знаю. Слушай, не знаю даже. Так, настройки. Качество. Да, почему-то 720. Ну хорошо, подожди. Давай сделаем вот так. Сейчас, секунду, с качеством разберемся. Что за фишка? Я тоже что-то вижу почему-то только 720. Качество. Угу. Короче, ребят, давайте тогда мы просто VK Play выпиливаем и хер с ним. Оно нам не надо. Одни проблемы с этим VK Play. Будем по стариночке. Наш любимый Twitch и наш любимый ютубчик. Так, сейчас я тогда с чатика тоже уберу. И проблем у нас не будет. Так, что я еще хотел? Я хотел сейчас проверить Twitch. Сейчас, секунду. Full HD есть, Full HD. И мне, возможно, придется сейчас Twitch буквально, ребят, кто на Твиче, я рестартану буквально на 5 секунд, чтобы новый поток создался. Так, Twitch рестартанул. Вот, все, есть. 1080. Все должно сейчас нормализоваться. Так, я заметил какую-то непонятную хрень с блюром. Вот так. Нет, там в игре ТЗ общее, да, у меня там только 2 мои. О, наконец-то ты. Привет. Рорка может докаться во Страхус или Атонор? Нет. Рорка может только в Татарку и этот. И Фортик. В Атонорку Рорка не лезет, к сожалению. Так. Закончено освоение навыка. Закончено освоение навыка. Все, так, в принципе, мы Вольфа умеем. Давайте сейчас его купим.
Сейчас полтишочек закинем. Креативит, что сегодня будешь делать? Сегодня я хочу посмотреть новый патч, полететь, вступить за ангелов альтами своими, которые пвпшные. Так, и чего мы этого пса? Сейчас мы сделаем оснастить. Угу. Короче, полетим, посмотрим новый патч, что там к чему. А возможно, если сейчас ничего такого интересного не найдем, полетим, покопаем. Так, все вроде как хорошо. Окей. Теперь давайте андокаемся. Че нам куда лететь? Давайте теперь открываем дополнение Хавок, смотрим. У нас здесь, я так понимаю, должна быть какая-то система. Либо с танка. Подождите, как ее найти-то? Как она называется-то, станция-то большая, с воротами там совсем? В какой системе она? Так, хаотичный капсулири. Сейчас хаос. Бессмертным туда-сюда. Ангел. Зарзак. Вот. Зарзак. Система Зарзак. Полетели, короче, в Зарзак. Посмотрим, что это вообще такое. Автосылка, планетная система. Все, делаем дест. И давайте тут уже дест проставим. Так, сколько у нас здесь прыгов-то? У нас 16 прыгов. Ну, погнали. 16 прыгов. Все. Включаю варп-двигатель. Мы типа даже ПВП. Первый раз такое у меня. Включаю варп-двигатель. А чё, я не улетел, что ли? А у нас разные десты? Стоп, подожди, куда ты полетел, дурачок? Ладно. Ладно, сейчас пройдем. Включаю варп-двигатель. Так, проходим. Вообще, я почитал сводки. Короче, вот эта система Зарзак, от нее куча, я так понимаю, гейтов есть. И есть прямая связь севера с югом. И фраты сейчас, короче, некоторые южные регионы кошмарят. Так, давайте баражем зарядимся. А, ну хорошо, разгон. Разгон. Я телеграм отключу. Так, баражиком мы зарядимся все-таки. И полетим. Будем потихоньку привыкать к системе такой, что вот я, допустим, делаю Fleet Warp. И альтом сразу прохожу. То есть, когда полетел, нажимаю тоже прожать. Ну, хотя два окна вообще менеджмент легко. Здорово, Юра. Этот самый
Акихира, который в Евку с батей. Привет, привет, дружище, привет. Че, батя вернулся уже, нет? В Евку? Или ты пока еще без него? Так, по-моему, проще просто сейчас будет каждым окошком прожимать джамп и все. Включаю Погнали. варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Сегодня такой пятничный у нас вечер, чилловый. Не будем сильно заморачиваться. Посмотрим на эти новые виды. Там, я так понял, очень довольно-таки симпатичные системки внешние. Сейчас скринчиков поделаем. Ну, я не против чуть-чуть ЛПшек поделать. Включаю Покрутить маячки. варп-двигатель. Ну, там, правда, сейчас народа будет много. Ну, попробуем PvP. Хотя бы чуть-чуть. Все-таки вольфы не айчо, а более-менее нормальные кораблики такие. Мы ждем 3 число. Я пока что без искок, все потратил на банки. Персов качал. Еще вообще мы ждем НГ Ивент. Кстати, НГ Ивент, я так понимаю, будет для майнеров тоже там что-то такое вкусненькое. Я прям его тоже очень жду. Посмотреть, на что это будет похоже. Двигатель. Так что, возможно, ивент, если это будет что-нибудь там и в Империи частично. Может быть, какой-нибудь паблик флот создадим. И вместе на стримчике полетаем. Я вот единственное сейчас переживаю, как бы нам не попасть куда-нибудь в кемп. Включаю варп-двигатель. Потому что кемп в нулях на вольфах, он не проходится. Ну, пока вроде идем нормально, не критично так. Нам там остается 10 прыгов. 6 мы уже сделали. Капец, мы уже 6 прыгов сделали. Я даже не понял, когда. Быстренько так получается все. Насчет майнерства. Я хз, что там денег делать можно много. Абсолютно верно. Денег в майнерстве можно делать много. Но опять же, при учете, что у тебя Включаю варп-двигатель. хотя бы 6 плюс лопаток. О, уже в Серпентис прилетели мы. Так, а у нас Зарзак получается в Гуристас регионе, правильно? Но мне нравится то, что мы летим через плюсовой спейс. Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Сейчас идем через плюсовой спейс, и, возможно, частично мы будем проходить через минусовой, поэтому черт его знает, что там получится. Так, Акихира. Да и к тому же я жду, пока Вага докачается в перфект, и можно гаммы Т5 крутить. А что за гаммы? Я чуть немножко не в теме. Это что за гаммы такие? Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Так, тут 2 минуса, 2 нейтральчика. Могут быть либо мальки, либо где-нибудь сидеть здесь лампочками. А, абисы. Блин, ну абисы, да. Я насколько вот вообще для себя абисы, я немножко их не рассматриваю как для себя метод фарма, да. Но у меня есть Сокорп. И этот Сокорп делает там за 2-3 часа, бывает там 5 лярдов, 6 лярдов, буквально в 3 окна.
У него три ретрибы получаются. И он на этих ретрибах, короче, крутит эти абисы. Пятерочки, четверочки. Короче, имеет место быть, да. Длинная системка. Однако, долго варпали. Опаньки, ребятушки. Тут, скорее всего, кемп. Потому что это труба. Что мы будем делать? Блин, у нас с той стороне нифига нету, куда переварп сделать. Но мы не будем варпать сейчас на гейт, потому что стопудово, я говорю, там кемп. И очень нам повезло, что у нас есть возможность куда-нибудь на стратус варпануть сейчас вот так. Включаю варп-двигатель. Я прям вот 90, не знаю, 9% даю, что вот на этой гайке, куда мы сейчас по десту идем, скорее всего там еще она в 106 АЕ. Так, давайте посмотрим, что у нас на подскане. Да. Стопудово там стоит кемп. Система, офигеть. 106 АЕ. Перелетки. Охренеть. Так, что делаем? И там же нифига нету. Так, а здесь бук у нас нету тоже, да? Угу. Я не хочу сливаться об этот кемп. Это получается чья система? Это и ниты здесь. Но это получается... Это вот эта труба. Нам в БД, да, надо же? Нам в БД? Нет, нам FD5. Мы сами в DY, а нам надо в FD5. Так, где еще раз карта? Нам надо в FD5. Это вот сюда мы, короче, полетим. И, скорее всего, вот здесь вот тоже может быть. Но вот здесь вот стопудово. На проходке вот этой, потому что люди заходят, чтобы пролететь в этот регион, вот в эту трубу. И здесь, да, имеет логику поставить кемп. И мы видим, что, по крайней мере, даже с этой стороны... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 минусов. Что же делать, как же быть? Нет, ну это будет просто много очень, да. Просто я еще уверен, что на той стороне стоят какие-нибудь септора по-любому, и кто-нибудь там. И сейчас просто, если я туда варпну, это будет самоубийство. Так, сидеть, ждать. Тоже смысла нету. Давайте посмотрим, как это мы можем облететь. Как мы это можем облететь? Облететь мы можем это через... QVX и, короче, обойти на MGY. Ну, полетели тогда обратно на БД. Включаю варп-двигатель. Летели обратно, попробуем облететь это все дело. Хотя там на выходе тоже может быть фигня какая-нибудь. Но в кемп ударяться я тоже не собираюсь, потому что нафиг надо. Так, дальше мы куда? Дальше мы в QXW. Полетели на QXW. Включаю варп-двигатель.
Благо у нас всего 2 окошка сейчас. Мы, в принципе, мобильные на вольфах. Нам главное до Зарзаха добраться. А оттуда уже Дест перестроится, я так понимаю, и уже будет более-менее видно, что куда. Бля, как эти очки неудобно, если честно, давят, прям на виски сильно давят. Так что, Кихира, вот просто тебе такой момент. Так, MG, вот эту фигню, да? Все, мы сюда. Посмотри не с точки зрения ваги на Абисе, а посмотри с точки зрения 3 ретриб, ну 3 ретрибы, короче. Подожди, 3 ретрибы и 1 фрегатик, короче, который логист. И получается, ретрибы, они фитятся, я так понимаю, в РР. Плюс у них логистик еще их подкачивает. И там получается такая связочка, которая эти абисы проходят, которые флотовые. Ну, типа, нормально получается. Так, теперь, подожди, мы вот эту штуку облетаем. Он нам сейчас обратно показывает. И теперь мы полетели на ОБД-XB, да? Да, отсюда нам получается на ОБД. Полетели на ОБД. Включаю варп. Ну, по сути, мы сейчас, получается, как вот есть труба, и мы вот такие сейчас немножко зигзагом, короче, этих обойдем типочков. У тебя только одно окошко получается, да? Не, пацаны, я, короче, нахер эти очки снимаю. Если кому они потом будут интересны, я их потом одену. Не могу я в них. Начало сделали антуражное, и хватит. Давят они, короче, пластиковые, понял? У них нету нифига здесь никаких смягчающих штучек. И вот эта вот херня, еще плюс наушники сверху. Мне просто мозг выжирают, я прям ничего не могу делать. Так, он почему-то меня просит вернуться обратно. Блин, ну в Евке в одно окошко, конечно, сложновато. Так, у нас вообще Дест куда-то идет. Где ты мне показываешь? Мы, получается, проходили... Ага. Мы, получается, вот сюда проходили, да? И нам, получается, нужно сейчас пройти... Странно, почему-то не как в Алисе или в навигаторе. Сейчас, секунду, я вот сюда нам надо, короче. Там же перестраивается маршрут, а здесь нифига не перестраивается. Поэтому мы по карте смотрим, что мы тут сможем сделать. Так, мы здесь можем пройти как? У нас очень много лишних телодвижений. Мы отсюда прыгаем сюда. Потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Потом... Так мы, получается, подожди, мы нифига, получается, не пробьемся вот в эту систему. У нее связи нету здесь. Или есть? Ни хрена не пойму. Мы в ОДБ. Так, мы вот в ОДБ. Если мы сейчас пройдем в 9.4, пройдем в FQ, пойдем сюда, пройдем сюда. Это нам, короче, через эти системы надо будет потом пройти вот сюда. Пройти сюда, пройти сюда, потом пройти сюда. Ох-ох-ох-ох-ох. В итоге, да, мы обойдем. Но что-то дофига прыжков, поэтому давайте, не знаю, как-то в настройках маршрута. Можем настройки сейчас здесь сделать?
Не, до хрена, короче, что-то я сейчас запутаюсь. Ладно, давайте тогда как показывает нам все-таки Дест. Ну хер с ним, поехали, зарубимся. Не получится сейчас, вернемся назад. Полетим, покопаем тогда. Вась, привет, привет. Включаю варп-двигатель. Так, секунду. Включаю варп-двигатель. Еще проблема, блин, добраться до Зарзака. А по-видимому там кемп стоит. Сейчас мы еще посмотрим, чей это кемп. Ребята, по-видимому, тоже прошарили, что многие с нулей могут туда сейчас сломиться. Включаю варп-двигатель. О, так еще Бихайв, смотрите, завели в этом Угунов. Так что сейчас копочка вообще безопасная должна быть. Но я хочу Зарзак посмотреть. А то в этих нулях немножко бывает, как скажем, чуть-чуть атрофируешься от основной Евы. И прям совсем, короче, забиваешь на сторонний контент. Это не совсем хорошо. Поэтому надо всесторонне развиваться. Бля, ну там стоит кемп. Так, хорошо, ладно. И чё, на этом гиту ничего нету еще. Вот в чем проблема. Никак по-другому на него не наварпаешь. Ну давайте тогда, ладно, на эту планетку полетим. Включаю варп-двигатель. Ну просто было бы что-нибудь хотя бы. Ну вот здесь, там здесь. А на него прям, ну прям прямой приварп на него. Это 100% кемп. А там по-любому и что-нибудь есть с дикторов. И вольфы просто мои не выживут. Нет, ну есть вариант подождать, может быть кто-то будет здесь проходить гангом. Через самих, ну, вместе с самими инитами. И бук нету в том месте. Что же делать, как же быть, а?
Так, я не понял, а что там кто-то против трактористов имеет-то? Вы что ли охуели, блядь? Я не понял. Да, конечно, по локте, блядь. Да, Юра не враг, Юра не хуёвый человек. Так. Что делать? Я, короче, хотел полететь в Зарзак, да, и там, короче, кем стоит, блядь, я не знаю, как его облететь теперь, вот трудность. Это, кстати, от NDQ где-то примерно 6 прыгов, кстати, у инитов этот кемп стоит в трубе. Если кто-то хочет PvP, можете подтягиваться. Сразу и я пройду. Ну-ка, расскажи. Система DY-F70. Вот, в корпус кинул систему. Тут, короче, 15 тел. МВД варстоп. Несколько раз повтори, и кончится заряд накопителя. Не долетишь до ворот и чекнешь по пеллингу их. Ну, возможно, так и нужно сделать. Так, давайте, да, попробуем МВДшку сейчас. Варп стоп, окей. Варп. Стоп. Стоп, блядь, стоп. Зачем? Да как так? Я поехал убиваться, короче. Я ж в разгоне был. И капы-то хватило на все 106 АУ. Каким макаром? Ого, стоп, подожди, так, Киката, Деридел, Стилета, Кикимора. С той стороны по-любому сейчас будет бубль. Так, стоп. Бубль есть, ага. Я где? Я прям на краю бубля. Но, сука, мне некуда улететь. Погнали, туда вот погнали на МВДхе. На МВДхе. Сука, скрибок на мне, блядь. Скрибок. Так, сейчас какую-нибудь надо солнышко, хотя бы яйка мути. Я уже могу на яйке пройти туда, все, фу, И хер вам, я там что-нибудь куплю в том месте. Главное, я вас прошел. Хотя бы на яйке я прошел их все-таки. Так, ладно. Эдди. А Эдди повторит, интересно, эту систему? Давайте попробуем Эдиком повторить. Включаю варп-двигатель. Хер с ними. Так, это же тоже труба. Скорее всего, там тоже. Ладно, убиваться так убиваться. Давайте. Убиваться так убиваться. Лето, привет, дружище. Убиваемся так убиваемся. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Хотя бы яйками, если нам пройти. Ладно, там близкая империя, мы что-нибудь там сообразим. Так, яйцо мое, походу, Кицуня пройдет, походу.
Так, Эдик зашел, ладно, пусть он там повисит. Так, яйка, проходи. Вот еще, бля, проблема с нулей выбраться. Так, яйка проходит. Все хорошо, здесь уже почище. Включаю варп-двигатель. Так, я здесь, опять же, вроде как, вот сюда вот могу убежать. Вот так. Мне главное сейчас свалить, чтобы я яйка мог увести. Эй, я не включил МВД. Какого хрена? Я не успел его включить. Все. Не, ладно, Эдик не прошел. Все, Эдик не прошел. Эдика сейчас лопнут. И он полетит в 1DQ. Ладно, сейчас я Эдика, я на какой-нибудь шаттл, который... А чё вы меня это держите? Вы меня отпустите просто, пожалуйста. Вы меня просто отпустите. Не, нифига. Ладно, полетели тогда Юриком. Вот что самое интересное, 2 прыга и куча, блин, ребят висит, все нормально у них. И их вообще не парит, что у них там кемп стоит на этой трубе. А что не через филамент в почку? Слушай, вот ты вот мне сейчас сказал, я действительно тоже себе такой же вопрос задаю. А почему не через филамент в почку? Я просто, наверное, не ищу легких путей. Скорее всего, вот именно в этом проблема. Я не могу ответить на этот вопрос. Ты абсолютно логичный вопрос задал. Почему не через филамент в почку? Так, ладно. Давайте возьмем какой-нибудь шаттл. Какой там есть шаттл, который этот в бубли проходит? Это же этот... Чё это было? Это кто вообще? Ну она прям жарит, ага. Так, любой шаттл через бубли идет. Да вот сейчас давайте любой шаттл сейчас возьмем. Так, это корвета же, да? Нет, не корвета. Блять, как шаттлы называются? Зачем же разгон брал? Так, стоп. А то я сейчас еще... Включаю варп-двигатель. Яйцо еще сейчас потеряю. Вот, уже что-то, видишь, Галенская Федерация спаривается 53%. Уже мы, короче, выбрались с EBD, так скажем, да, и полетели на какие-то цивилизованные территории. А, катера, спасибо большое, спасибо. Так, давайте на Колдарский сейчас сядем. Да я вот тоже русский клиент поставил, и бывает этот парень, опаньки. Опаньки. У меня аж, короче, комп зависать начал. Какая-то черная дыра, что ли, здесь, смотри. Да, черная дыра какая-то. Блин, красивая система, речи нет вообще. Как бы да, речи нет, красиво. Так, Зарзак станция. Я так понимаю, на эту станцию могут бомбы, да, кидаться? Так, все-таки давайте Эдика, мы туда... Эй, тихо, 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 куда ты? Ты ж не сел. Эдика мы все-таки тоже сейчас туда проведем.
Бля, система вообще чумовая, короче, капец. Смотри, что происходит. Фух, выбрались. Выбрались, короче, мы куда-то выбрались. С какого-то облака жесткого. И залетели в какое-то облако. Так, давайте-ка... я чё... все, докаемся. Все, докаемся. Давайте Эдика доведем все-таки туда на шаттле. Ступим за ангелов. Это что она такое говорит вообще? Не-не, она что-то переводит или она сама по себе? Переводит. Блин, ну круто. То есть это вот сейчас кто-то сказал вживую, и она вот это перевела, сказала. Ну это чумовая тема вообще на самом деле. Включаю варп-двигатель. Блин, а можно я это на стрим выведу, нет? Но это просто чума, бля. Это круто очень. Так, интересно, как я сейчас пройду на шаттле этот кемп? Я думаю, они удивятся. Они же меня, получается, они же меня видели. И по-любому сейчас меня опять увидят на шаттле и скажут: это парень определенно твердолобый. Мы же просто так не сдаемся. Так, у нас там у Юрика что-то написано. Капитан, с нами хочет связаться представитель корпорации Парагон. Их впечатлили ваши достижения, и они хотят преподнести вам подарок. Конечно, блядь. Как бы еще не впечатлили мои достижения. Я там через кем прошел, бля. Вульфа потерял, на яйце прилетел. На покрашенном, который вот уже покрашенное, черти знает сколько. Не знаю, только зарубок не хватает на этом яйце. Конечно, достижения. Хоть это отметили-то, ё-моё. В нулях живу уже год. С этими дикарями, блядь. Включаю варп-двигатель. Я думаю, не пройдешь. Там сканрез какой-то. Ну, сейчас посмотрим. Да нет, как бы шаттл-то он довольно-таки шустрый. Я, кстати, не встречал. Даже вот мы сколько раз кемпили. Ну, может быть, какой-то сканрез Локи прям раздутый сильно-сильно еще под бонусами. Может быть, да, что такое придумать. Но у них там не было таких кораблей, которые бы могли, мне кажется, шаттл на отварпис поймать. Ну, посмотрим сейчас. Они рядышком. Включаю варп-двигатель. Любопытно, да. Включаю варп-двигатель. Блин, ну я, конечно, планировал на Вольфах туда прилететь. А тут рынок есть вообще? Давайте глянем. Так, давайте ауру вот сюда закинем. Вот сюда, вот так вот. А рынок развернем, чтобы всем было все видно. Так. Ну, то же самое, Вульф есть. Станция 39 лямов. Тут уже, ребятки, видите, уже рынок даже организовали. Так что сейчас, я думаю,
нормально все будет. Шокер, в Абазоне есть чуваки, которые 2 сек шипы ловят, так что шанс есть всегда. Не, я думаю, на шаттле я пройду, ну прям, ну 95%, что я пройду кемп этот. Там не настолько ребята такие прям. Туда в эту трубу смысла гнать какой-то там прям супер-пупер пимпованный Локи на сканрез нету. Почему? Потому что они находятся, грубо говоря, кемп внутри спейса инитов. И как бы там при каком-то там любом желании инитов или там наличии ФК они просто прилетают. И там их всех разбирают, по сути. А им какой смысл? Да нет, смартовых там не было. Я понял, да. Смарта может быть, но там не было. Там, понимаешь, там система 106 АУ. Они под сканом не видят, кто зашел. А хотя, может быть, на том гейте, на втором, кто-то клочный стоит. Речи нет. Но я единственное не пойму, почему внутри спейса и нита, по сути, да, вот как бы, ну да, труба проходная. Неужели мне интересно этих кемперов просто, ну, как бы по жопе им давать? То есть, по сути, вот безопасный спейс, который там как-то охраняется, и вот одна система внутри, да, внутри твоей территории стоит с типами, которые вас лопают. Так, вот она, система с кемпом. Погнали. Включаю варп-двигатель. Ну, кстати, интересный момент. Сегодня не майнинг, просто, да, какая-то евка вот в плане патча. Я прям замечаю сразу. Twitch онлайн 3, YouTube 12. Пиздец. Смарта. То, о чем и говорили. Ладно, короче, не будем на это время тратить. Нет, ты прям вот вообще вот прям 100% был прав. Хер с ним, я главное мейна завел. Альты подождут. На альте мы здесь-то полетаем сейчас. Так, давайте тогда смотреть ауру. Капитан, с нами хочет связаться представитель корпорации Парагон. Их впечатлили ваши достижения, они хотят преподнести вам подарок. Давайте. Ирис. Девочка симпатичная, слушайте, прям рыженькая. Капитан Аура, приятно познакомиться. Я Ирис, представитель Парагона. Спасибо, что согласились пообщаться с нами. Я никому не у вас много, я не отниму у вас много времени. Корпорация Парагон восхищается вашей работой, потому мы решили преподнести вам подарок. Давай. Спасибо, Ирис. Но как вы узнали о достижениях капитана? Парагон сотрудничает с нами. Я помогаю обрабатывать данные в новом модеме. Я обратила внимание на вашу деятельность. Спасибо. Спасибо. Как один человек может обрабатывать такой огромный поток данных? Ну, нейросети не может. Я ИИ. Ну вот я же говорю. Как вы только с этим модным системом... так, ну довольно обо мне. Капитан не хочет... Хочу, блядь, давайте быстрее уже. Капитан Парагон только что прислал вам на склад предметов новый контейнер. Давай. Давай. Серьезно? Один плекс? И трэшер? Что это вообще, блядь?
Я, может, что-то не понял. А, ну ладно, хорошо. Я типа прилетел. Давай, 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 давай. Так, ладно. То просто вечер пятницы. Да-да-да, он самый. Конечно, меньше смотрит. Это мало кому интересно. Сливы в кемпах Архонт уже показал. Ну, понятно, понятно. Ну, я считаю, что майнинг контент тоже нужно иногда разбавлять. Тем более в пятницу. Так, я так понял, это какая-то херень, которая нам нафиг не нужна. Так, давайте смотреть, что мы сейчас будем дальше делать. Но, ну хотя бы так, уже лучше. То есть мы на ИЦ прилетели, что-то есть. Good Mask, разбавляй производством. Речи нету, да? Ну смотри, но мне просто, я вот как бы в нулях. Вот честно, захотелось немножко чуть-чуть раздышаться, посмотреть на новый контент, на Зарзак. Хотя бы визуально, ну, попробовать, что это такое. А тут уже вопрос сообщества, как бы. Они поддерживают стримера или только за контентом приходят? Тут уже как бы вопрос второй. И, кстати, это отправная точка того, что типа, хорошо, майнинг, если я не интересен в целом как людям, да, тогда, в принципе, Евка... Здорово, салам, руку под... Надлом, привет, Надлом, привет, дружище, привет. То я как бы не буду сильно задрачиваться насчет Евы в плане того, что я там переживаю, типа, почему бы... Я хочу World of Warcraft постримить, я хочу Neocron постримить, я хочу поиграть в Horizon Zero Dawn на стримах, пройти Stray наконец-таки до конца уже. У меня до сих пор не распакованный диск Horizon Forbidden West лежит. Да ё-моё, но если вот такое отношение, то я просто могу как бы упороться и заниматься чисто своим, то, что мне интересно, да? Вот. Ладно, подгорает чуть-чуть. Так бывает. Так, давайте смотреть, что у нас тут есть. У нас тут есть наградной отдел. Я хочу посмотреть вот эти... Чего тут в ЛПшках у нас есть. Так, Архангел патроны. А чё? А, это вот получается то, что за ангелов, а это то, что за гуриков, да? За гуриков есть импы сразу, да? Есть БПшка навигатор. Блять, а если мы за ангелов, мы получается только получаем чё? Нет, все, беру свои слова обратно. Тут есть БПОшка на Титан, хорошо. У гуристосов, так, хорошо, у гуристосов что, нет он Титан? Не, ангеловский вообще прикольно, хорошо. Завод, еще тут, еще тема для журнала, что есть трупы ВПшники и ебаные копатели, короче, у нас вот так разделение теперь. Это вообще шикарно, да.
И драмик есть. Все, так, нам надо выступать в ангелов. Да нет, надлом, у нас там была такая штука, что там ребята чуть-чуть, на мой взгляд, перебрали в плане того, что вот этого разделения. И типа, если копатели редко летают на PvP, то что им интересно? Ну, была некоторая такая ситуация, что немножко было неприятно. Так, это страховой офис, хорошо. Медотсек. А как вступить-то теперь? Зарзак. Так, давайте обратимся к... Что вы можете... Как вступить теперь в ополчение в это? Где-то, я так понимаю, возможно здесь? Стоп. А без копателей PvP-шкам не на чем будет летать и нечем будет стрелять. Придется бампаться яйцами до смерти. Я вот поэтому и... Когда подгорело, я там это все высказал. Вот, и вроде как все поняли. Как вступить теперь? А вот, подожди, бессмертный круг. Ага. У меня, может, стендов нету к ним? К ангелам. Так, подожди, ангел картель. Как минимум -2 должен быть стандик. У меня 0. А, это ханиды, подожди, это не то. Как вступить теперь в это ополчение? Подожди, где-то... А чё пропустил? А, вот. Но у меня вообще двоечка к ним. Я вижу, да. У меня... А, подожди. Ебать. Так мне надо... А мне надо -2 как минимум. Ха-ха. Так. А как теперь отмывать стенд к ангелам? Это типа их миски выполнять, ехать? Бляха-муха. Это, короче, надо тогда в Курсу ехать, да? Курс. Там ангел регион. Да. А поехали тогда, знаешь куда? Тогда поехали в Виуль. А плюс сейчас бустер выдавали за дропсы. Первых агентов гонять. Так, я, короче, туда полечу в Курсу. В систему Виуль. Вот сюда. Она, кстати, рядышком. Так, давайте тогда сейчас пересядем куда-нибудь на шаттл. Какой-нибудь Галенский. Есть? Все есть. Галенский шаттл.
И там уже по месту будем смотреть, что к чему. Погнали туда. Включаю варп-двигатель. Слушайте, к ангелам нельзя тагами разве подымать стендинг? Нет, эпикарка, кстати, эпикарка за ангелов. Стоп, подожди, эпик арк. Ангел кар. Есть. Ну, кстати, да, почему нет? Включаю Ого. варп-двигатель. Ого, это что такое? Это кто? Дон Хурда? Дон. Вы видели сколько? 17 альтов, короче, у Хурды здесь. А что они здесь делают? Бля, прикольно вообще. Хурда, короче, все-таки тоже КЛМТ. Слушайте, так Включаю варп-двигатель. это же курса. Это прям так рядом. Зарзак так рядом. Короче, я объясню. Крайний раз, когда я вот играл в Еву, это вот, ну, период там 7 лет назад, наверное, да, я был в альянсе Gypsy Band на Бандерлоге. И, короче, мы жили в регионе Курса, и вот эти вот системы КЛМТ, HLV, это все для меня так очень сильно знакомо. Потому что я реально здесь, короче, ну, обитал, летал. Вот система Виуль у меня там до сих пор еще с тех времен осталась. Волми система, я это все помню, капец. Включаю варп-двигатель. И система Зарзак, она получается там, где я раньше обитал, жил. Прикольно вообще, круто. Короче, система Виуль, сейчас куда я лечу, я там фармил бельты в свое время. И там рядышком есть система почка PO4, PO4. Там есть как раз таки ангельские агенты. Только я не помню какого уровня. Вот КБ-2, я это тоже все помню. Офигенно. Включаю варп-двигатель. Сейчас залетим в Виуль на эту станцию, хотя бы я какую-то ностальгию вспомню. Это было, ну, на минуточку, в районе 7 лет назад. Да, 7 лет назад было, если даже не 8. Прикольно, слушай, прикольно. Когда-то мною обитаемые места. А сейчас здесь чисто минуса. Так, а кто здесь минуса? Амия какие-то. А, фраты? Ох ты, фраты. Фраты живут в ангелах регионах. Или они просто сейчас заполонились. Вот, по 4. Вот, по 4. D87. С D87 рядом есть тоже система V7D называется. Бля, это вообще диалоги крутые у них, конечно. Как у нас прям. Один в один, как у нас, блин. Вот здесь система станций. Включаю варп-двигатель. Вот система Виуль.
А здесь рядышком V7D системка, мы там жили, это наша домашка была. Корпорация была, на минуточку, я про это сейчас готовлю еще ролик. Мой путь в Еве. И там про корпу, про эту расскажу. Была корпорация Valhalla Warriors. Valhalla. И, собственно, эти ребята, меня новичком тогда еще, это было вообще, наверное, год 2007. Когда я вступил в Valhalla Warriors, это еще был первый самый мой ник, это чар Ронни Коллиман. Кстати, Ронни Коллиман, давайте сейчас посмотрим. Ронни Коллиман. Персонаж. Так, я, возможно, чуть ошибся. Вы Ронни. Так, Ронни Коллиман, да, вот он. Нет, это не тот, подожди, не тот. Так, Ронни, сейчас мы найдем моего Ронни. Так, Ронни Коллиман, Ронни. А, нет, Ронни Колопса. Рики Бальбоа и Ронни Колопса. Так, через секунду. Да, вот, Brutal Trip. Вот, с 2008 года. Это чтобы вы понимали. Да, вот видите, Valhalla Warriors. Я в Евке с 2008 года. Но Ава была другая. Я потом продал его через официальный форум Евы за иски. И после этого у меня был Рики Бальбоа. Я создавал перса. Это был второй мой приход в Еву. Тоже, это уже, наверное, был год 2012, через 4 года. И потом в году 2017, наверное, я... Нет, сейчас, секунду. Я сейчас точно скажу. В 2011, получается, да. Вот между 2008 и 2011 был еще период, когда я прерывался, Рики Бальбоа был. Потом я все-таки решился вернуться в Еву, и вот в 2011 году создал Юрий Прудников. Почему я создал под своим именем и фамилией? Потому что я понял, что Ева меня вообще зацепила навсегда, но всегда хочется продать, короче, перса. Ну ты же как бы там, Ева же большая, и хочется попробовать то, все, там, 3, 5, 10. А не всегда, короче, есть время на фарм исок, да, там, и не хочешь ждать, короче, когда там... Раньше же не было банок, раньше нельзя было закачать, короче, скиллы. И я что делал? Я продавал, короче, перса, который чуть проучился. И, собственно, вот так, короче, перестановки все эти были. Вот. И получается, когда Юрий Прудников его создал... С тем уже пониманием, что я его не продам. Ну как я могу продать Юрия Прудникова, да, своего аватара в Евке? Это уже невозможно. То есть это уже по-любому. Либо я играю, либо не играю, короче, ну его не продашь. Так вот, я в Евке с 2008 года. Евка вышла в 2003, да, получается, спустя 4 года уже. Ну вот, практически с самого начала Евы, по сути. Если брать ее временной промежуток жизни. Вот была корба Valhalla Warriors. Потом я уже продал. Да. Наверное, получается я... Watch You 6. Вот, кстати, Watch You 6. Это следующая корпа, которая, получается, была в бандерлогах. И вот уже после Watch You 6 вот это вот уже не мое. То есть я в 2009 году продал этого перса. Вот, потом был Рики Колопса, получается, сколько? Почти 3 года. Его я тоже продал. И когда его продал, уже создал Юрия Прудникова в 2011.
Вот, то есть я, получается, в Еве, слушайте, с 2008 года, это получается 15 лет. 15 лет, как я играю в Евку, представляете? Это прям круто. Так вот, вот этим, короче, чувачком я играл, именно Роника Лобса, вот здесь вот в июле. И смотри, какая ситуация. Почему я играл в июле? Как у всех сторожил полжизни. Да, почему я играл в июле? Здесь в июле раньше, когда наводишь, здесь были, короче, астероидные пояса. Я, блядь, вот сейчас вообще не совсем понял, почему их здесь нету. Но здесь были астероидные пояса, когда вот так вот наводишь их, вот, да? И они были вот так вот на весь экран. Здесь было, блядь, наверное, штук 40, короче, бильтов. Я здесь, короче, жил и фармил бильты. И вот сейчас я покажу. Здесь на этой станке должен быть индусик. И должен быть тританиум. Потому что, нет-нет, я здесь ловил эти караваны. И здесь, наверное, 3-то должно быть. Ну, я вывозил его обычно. Но лямов на 100 здесь 3-то должно лежать. Именно в июле. Это я вот по своей памяти помню. Запрашиваю разрешение на... Обалдеть, 15 лет назад. Разрешение получено. Я жил вот в этом спейсе, да. Играл в этом спейсе. Почему здесь убрали астероидные пояса, я совсем не понял. Это как бы... Когда это произошло? Я думал... Я вообще, кстати, сейчас удивлен на самом деле. То есть, получается, вот с течением времени астероидные пояса в системах появляются и убираются? То есть, это возможно? Так, давайте посмотрим. Склад. Тританиум. 102 ляма. Перит 7 лямов. Ангар. Фура. Ну, я же говорил. Так, что у нас здесь еще рядышком есть? В SMD еще должна быть системка. Так, у меня в ней ничего не осталось. Ну давайте мы в нее сейчас летаем. Я сейчас попробую вспомнить по той памяти. Обалдеть, вот это вообще время. Я никогда сюда не собирался лететь. Так, давайте в Ошту. Да, залетим в Ошту. Включаю варп-двигатель. Охренеть. Ну почему здесь убрали астероидные пояса, я вообще не понял. То есть большая, это была самая крупная система именно по наличию астероидных этих поясов. Охренеть. Так. Вот что. Подожди, D87 сейчас. Вот. Со что D87. А с D87 должна быть системка V7D. Так, D87. Вот она, V7D. V7D. Моя домашка в 2008 году это была моя домашка. Блин, прикольно. У меня аж такое чувство сейчас, если честно, вот, чтобы вы понимали, прям... Как будто встретил старого доброго друга, с которым ты не виделся уже черти знает сколько лет. Здесь даже кто-то живет. Да, вот она станочка. Тут хоть оставили. Включаю варп-двигатель. Почему здесь нету астероидных поясов? Бля, я может что-то не понимаю? Может что-то новое здесь?
Да, вот она, квадратная станочка наша. Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Приколдес вообще жесткий. Останем что-нибудь здесь. Капец. Так, ладно, давайте смотреть, что тут, где по ангелам у нас есть. Ангел Реги. Так, хорошо. А что у нас здесь до... «13 прыжков всего? Так мы, получается, рядышком живем-то. Прям совсем рядышком живем. Так, давайте в почку посмотрим там этих... Нам надо агентов. Так, получается, нам надо для миссок сейчас будет тенгу подготовить. Сейчас находим, короче, агента первого уровня. Сохраняем эту станцию. Стелс-дистрактимся. Летим, короче, в 1DQ. В 1DQ у меня есть Локи. Этот Локи пересобираем с сабсистемами на... А нет, лучше тенгу соберем. Ладно, тенгу соберем. Так, агентство. Агенты задания. Так, уровень 1. Место, текущая система. Бля, Serpentis Corporation. А нам ангелы нужны. Хорошо, я понял. А, D87, вот все, давайте тогда полетели. Так, D87 получается. Сейчас мы посмотрим, что там надо. Но нам нужна тенга. Надлом, да, как у всех сторожил полжизни. Я вот это уже 3-й раз читаю. Я просто сейчас немножко офигеваю. Я просто вот вспоминаю это все. 15 лет назад. У меня дочки старше 11 лет. Старшая дочка 11 лет. Это жесть. Включаю варп-двигатель. Это насколько я старый и прожженный калач, да, в Евке. А как был нубом, так и остался. Ай-яй-яй. Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Блять, а как делать на тенгу в минусовом локале? Тут сейчас, короче, раздолье, блин. Для всяких этих. Так, хорошо, подожди. Агенты. Недоступны вам, доступны вам. Угу. Так, здание какое-то. Исследуйте астероидный пояс. Отступайте, если столкнетесь с выходящим силом противника. А что, мы типа на шаттле сейчас можем даже это сделать, да? Ну-ка, ну-ка.
Мы же нам только исследовать сказали, мы сейчас на шаттле, походу, уже там какую-то одну мисску сделаем. Так, у нас минус 5,7 было. Включаю Ну-ка. двигатель. Полетели, исследуем. А причем астероидный пояс? Тут еще покопать можно, что ли? Вон дрон какой-то. Ну давай, а чё? Все, понял. Требуется... Так, ладно, короче, полетели тогда. Сейчас покинуть корабль. Делаем самоуничтожение. В общем, сейчас собираем, короче, у нас есть D87AE. Чтобы нам поучаствовать в вот этой вот зарзакской системе, нам нужно сейчас будет поднять стендинг, погонять агентов. Сейчас соберем какой-нибудь тенгу. Ну или не тенгу сейчас. Ну, по-моему, тенгу не нужна. Сейчас посмотрим. Что-нибудь соберем, какой-нибудь вексор. Или... Нет, на штатчик у меня денег нету. Сейчас, короче, что-нибудь соберем. И полетим выправлять стендинги хотя бы до -2 к ангелам. Чтобы присоединиться и нет-нет крутить эти. Просто если... Все-таки мы говорим про производство, и мы замутим чертежик за ЛПшки этого ангельского титана. Это может быть стать какой-то действительно стоящей целью на текущий момент. Потому что молоков там всяких, ребусов, аватаров уже просто очень много. А вот ангельских титанов нету. И это очень... Очень интересно сейчас, допустим, заполучить за ЛПшки этот чертеж, а потом фигачить, чтобы произвести по этому чертежику кораблик. Так, ребят, сейчас пока мы самоуничтожаемся, я сейчас отойду на пару секунд. Надо отлить.
Так, и ладненько. Я снова здесь. Секунду. Привет, вопрос, немного не по теме. Какую программу для переключения между альтами используешь? If O Preview. Программка If O Preview называется. Очень крутая штука. Ну, прям... If, так называется, If-O Preview. Юрий, посмотри, сколько если кроме ЛП нужно на чертежик Титана ангельского надо дать. Блин, я уже улетел оттуда, я сейчас не увижу. Благодарю, с 3 окнами было норм, но я сейчас завел еще 4 и стало сложно переключаться. Бураковский, я тебе помимо того скажу, что If O Preview, она тебе позволяет... Она позволяет, короче, экономить ресурсы компьютера. И тебе будет просто как бы, ну, проще намного компу с этой прогой. Так. Что бы придумать сейчас, а? Лететь делать миски? Ну... Ламсенидор, привет, спасибо за фоллоу, привет, привет. Приветствую тебя. Так, нам до этого места лететь. Мы оставили где? $13. А мы что, в SMD ничего не оставили? В июле чисто оставили, а? Зарзак, понятно. А вот по 4 мы оставили. Наш... А, нет, ПДЕ, это не то. Такс, на чем нам вот в эту систему нам, короче, 13 прыгов. Угу. На чем мы полетим туда? Господи, как Векса пишется? Век? Ага. О, давайте что-нибудь такое возьмем. И полетим на Вексере. Угу. Не пойдет.
Так, подожди, я не понял, почему 1 минута. МДшный, потому что. Угу. Давайте его берем. О, Ника, меня ломает без копья. О, хоть посмотрю. Да блин, но... Немножко нужно отдыхать от копья. Сегодня немножко мы расслабляемся. Отдыхаем. Так. Давайте еще пробок простых возьмем. Угу. Все, и полетим. Все, погнали. Попроходим миссии. Включаю варп-двигатель. Но если честно, мне как бы тоже немножко скучно. Включаю варп-двигатель. Но я загорелся идеей все-таки чертеж на ангельский титанчик. И, возможно, в этом имеет смысл. Набить ЛПшку на этот чертежик и построить этот титан. Тем более, что у меня вся инфраструктура и доступ к этому есть. Нужен только чертежик. Включаю варп-двигатель. Сейчас бы только снова в этот не упороться. Как его? Кемп. А пока летим, кушаем осьминожиков. Майнер не майнер, если не кушает таких осьминожиков с их щупальцами. Типа ты сам щупальца распускаешь. Но чем больше ты осьминожиков скушаешь, тем больше ты будешь в душе майнер. Ну как не чавкать? Когда жуешь, все равно чавкаешь. Включаю варп-двигатель. Так, 10 прыгов осталось. Я думаю, мы долетим туда вообще, ну, нормально, без приключений. Оракл, никогда не думал, что подпишусь на майнера, но ты молодца, заставил дядьку это сделать. Спасибо.
Убедил, естественно, своим контентом. Спасибо, очень приятно. Включаю варп-двигатель. То ли еще будет, кстати, по контенту насчет майнеров. Я очень болею идеей. Ну, как минимум, начать с парпойки и про курьеров. Ну, чтобы, знаете, допустим, у нас же как бы есть майнинг флот, мы им компаем. Но, допустим, будет парпойка и про курьеры. И они будут кемпить гайку. Вот это интересно. Включаю варп-двигатель. Не-не, там было наоборот. Там было охуенные ПВПшники и ебаные копатели. Включаю варп-двигатель. Пидорас. Ксения Собчак. На самом деле вот это разделение, типа копатели плохие, ПВПшеры хорошие, это плохо. Осуждаю. Включаю варп-двигатель. Оракл, Парпойс и, допустим, эти про курьеры. Это, короче, Т1 скифы, которые. Вот, ребят, я тоже об этом же, что я тоже не понимаю этого разделения. И, ну, вроде как это мы купировали уже на уровне корпорации с людьми. Но просто была такая, типа, штука, что я даже какое-то время там не заходил в голосовой чат Карпы, чтобы немножко остыть в плане в этом. До сих пор находятся люди, которые пытаются разделять, типа, что ПВПшеры это, типа, вау-вау, мачо, а копатели, типа, короче, они, ну, такие плохие. Я с этим в корне не согласен, поэтому... Все как в жизни. Ну да. Так, что там у нас? У нас осталось 3 брига. И будем делать миску. Я знаю копателя, короче, он на ПВП раздает, дай боже. Только он не любит публичность. Да много таких, на самом деле. И даже если вот меня взять во внимание, у меня всегда есть минимальное количество папсов. Я всегда стараюсь вылетать на какие-то сейвы, на какие-то пинги, допустим, альянсовые. Вот, и я как бы, ну, не понимаю, когда, ну, вот, это, знаешь,
К тому же, допустим, ну, многие же фармят зеленку. Включаю варп-двигатель. Ну, крутят зеленку и там на карах, там кто-то на мародерах. Они же тоже занимаются фармом. И они, допустим, во время фарма, они не готовы там лететь в ПВП и так далее, да. Кто-то тундрами там фармит там и так далее, да, то есть там много окон есть. Ну, типа, это практически то же самое, что залететь, допустим, в астероидную аномальку и копать, допустим, там в несколько окон халками. То же самое. И когда, допустим, есть какие-то там пинги, вылеты, ребята собираются, копатели, и тоже летят в ПВП. И также нет-нет, соло занимаются этим всем. Ну, как бы... И когда разговор заходит о том, что типа... вы плохие только потому, что вы копаете, блять, а не фармите зеленку. Да как бы... Идут нахуй эти люди просто, на самом деле. Такого разделения не должно быть априори вообще, как бы. Все люди, тем более, вот если коллектив... коллектив нулевой, там нету таких хороших, плохих, это коллектив, все важны абсолютно, и производственники, и ПВП, и фармеры, ПВЕшники, и копатели, и просто там соло игроки, которые там любят там какой-то соло ПВП, и просто торговцы, все абсолютно важны. Поэтому я тоже против такого разделения и всегда его стараюсь на корню пресекать. Ну, как бы осаждать людей, которые продвигают эти темы. Так, полетели. Включаю варп-двигатель. Первую миску сделаем. Так, ну это миссия первого уровня. Господи. Ту Хаммерхеда. Давай Валивар закинем. Прикинь, скрыл до релика четвертых и в одной системе из них вытащил всего 10 лямов. Ну блин, бывает. Опаньки. Так, давайте будем двигаться. Что тут много всяких вылезло. Так, 66 километров, все. Сейчас мы дрончиков. Скажу грубо, в жизни, например, я буду работать на шахте, как мой батя. Но есть механик, а есть проходчик. Я проходчик, значит буду хуесосить механика. Бред же, да конечно бред. В том-то и дело, что нельзя вообще допускать такого рода разделы. Это ни к чему хорошему никогда не приведет. Ну и логически это, ну, тупо. Ева, она игра многосторонняя. То есть, если бы она была только, допустим, про ПВП, ну тогда бы, я не знаю, ну все бы и тусовали здесь ПВП. Правильно? А Ева, она про все. Она и про производство, и про майнинг, и про, там, не знаю, агент-раннинг, и про фракционные войны. Она многосторонняя, поэтому здесь кого-то называть, допустим, там челядью, кого-то там, не знаю, в регалии там господ, я бы никогда не взялся. И никогда это не буду делать. Поэтому, если вы чем-то занимаетесь в Еве, вот мой вам совет, вот вы чем-то занимаетесь в Еве и натыкаетесь на личность, скорее всего это будет какая-то одинарная личность, потому что в массе своей люди абсолютно адекватные и понимают. И вам кто-то говорит, что вы какой-то херней занимаетесь, вы просто можете смело слать этого человека нахуй. Вот просто даже не стесняясь, говорите: пошел ты нахуй, и все. И занимайтесь тем, чем вам нравится в Еве.
Так, я не совсем понимаю эту миссию. Короче, куча дронов. Я так понимаю, нам всех их нужно уничтожить, и тогда нам дадут... Я сейчас просто посмотрю, кстати, насколько это актуально сейчас на вечер нашего стрима будет. У нас было минус 5,7. Сейчас мы миску закроем и просто проверим, насколько у нас стендинги улучшились. А, ну, кстати, я зачем переключаю? Они сейчас сами разберутся, да? А, нет. А почему? Давайте им... так, стоп. Автоатака. Атаковать цель. Помощь. Где-то бы жила... настройка была автоатаки. Так, сейчас. Атаковать. Автоатака. Есть. Все? Все. Активно практикуем, да. А он такой, хоп, сына бах, и оказывается, он не один, а там за ним половина гунов. Ну да. Короче, у меня очень давно зреет план. Я очень хочу начать, ну, парпойка плюс паркуреры. Парпойка зафиченная максимально в танк, в ПВП. И имеет шилд-репки, да. И я также помимо этого... Так, давай вот сейчас сюда поедем. И помимо этого я в прокуреры тоже, допустим, фичу в full танк и в боевые дроны. В одном из прокуреров, даже, наверное, через один будет Target Painter. И, короче, либо в таком составе побейтить на где-нибудь на аномальке, но не в тупичковой системе, где обычно копаю спокойно, а где-нибудь в проходной. Либо где-нибудь выставиться на гайке. Типа я такой майнер глупенький, короче, делаю перелет с одной системы в другую. И вот веду флотик. А считайте, у меня парпойка и 12 лопат. Это 13 окон. Это, грубо говоря, 65 дронов, да? Там, если это все посчитать, вот как вот мы считали с вылетом с ролькой, там, ну, наверное, больше 1000 ДПС будет. А дроны же не такие тупые, тем более там мидовые дроны. Они очень хорошо трекают практически все. И нам можно, допустим, в какую-то из прокуреров, кинуть, допустим, сетку. В какой-то из прокуреров кинуть point. И представляете, что получится? А получится такая штука, что довольно-таки ДПС-ный формат. Причем прокуреры довольно-таки танкованные. И парпойка довольно-таки, как бы, ну, как бонусник ее зафитить в шилду бонус. Шилд-репки поставить и этот капстабный шилд-танк. Блин, но это будет прям тема, я отвечаю. Если этот формат зайдет, можно будет этот формат дальше расширить и сделать рорку плюс скифы. И это будет вообще прикольно. То есть я вот сейчас теоретически смотрю, я, ну, подбираю фиты вот вне стримов, да, как это может, консультируюсь у наших ФК, как можно это будет все сделать. Но я прям хочу вот такую штуку на стриме выкатить и полетать вот таким составом. Но это реально круто. Вот ты прикинь, да, да даже не флот бомберов, вот прилетит там, допустим, да, какой-нибудь малек, какой-нибудь экзик Нави и что-нибудь еще там. Я, допустим, я думаю, 3-4, короче, корабля я этим составом, ну, заберу. Конечно, большой фулл-дроп я не вывезу, ну а хотя если даже будет там 10-12 бобров, я думаю, я таким составом, ну, хотя бы половину их скушаю. Вот. Я, короче, если все получится, я, возможно, даже либо в воскресенье, либо в понедельник займусь этим. Так, мы сделали миску. Поехали посмотрим, что там у нас со стендингами. Включаю варп-двигатель. Просто я представляю, допустим, со стороны ганкеров. Они такие раз, о, смотрите, парпойка и прокуреры. Давайте дропнем. Залетают, а там все full PvP, все full танк.
есть и point, есть, короче, и сеточка, и фул, короче, этот ассист с дронов со всех. Они начинают все лопаться. Это просто жесть. Да хрен с ним, ну, 1-2 прокурера потеряю, но зато если заберу, допустим, в обмен на даже там 5 прокуреров я заберу тех же 5 бомберов, каких-то мантикорок или там пурифайров, ну это будет прям круто. Так, теперь давайте посмотрим стендинги. Так, я не понял, подожди. Это архангелы были, картель ангелов у меня никак не улучшилось. Ну вот это немножко злую шутку, да, со мной сыграла, то что я раньше здесь жил и, получается, эту непись фармил. Подожди, картель ангелов, ну... Архангелы же тоже, получается, как к картелю, да, относятся? Это что получается? Я миссию сделал и ничего не произошло. Как было минус 5,7, так и осталось. Так, Оракл, согласен. Готовь и ты тщательно, и будет почки, контент. Главное, чтобы не в русле сегме летать, а то с твича спалят лучше. Ну и пусть палят. Вообще не парюсь насчет этого. Так, ну ладно, хорошо. То получается, мне надо 2 миссии сделать, чтобы 0.1 снять. Давай попробуем. Я сейчас еще просто одну миску сделаю, чтобы понять. А на самом деле прикольно будет, да, если этот... Как бы нет-нет, в Дельве будут попадаться, допустим, какие-то дроперы, которые ломаются об парпойку и прокуреры. Просто еще фишка такая, если, допустим, бейтить, смотрите, роркой. Если бейтить роркой где-нибудь на бильте, либо на аномальке, у нее же фишка такая, что паника, она срабатывает на все лопаты. И если, допустим, я смотрю, что есть какой-то момент, что там переблоп, я не вывожу, и я не хочу терять лопаты. Я могу прожать панику. В это время, короче, допустим, вторым окном иметь этот сабру или флойку, прилетать, делать бубль, и это все в согласовании с ФК в PvP-шными, допустим, иметь. Допустим, прилетают типы, начинают, допустим, меня там я там откусываю, они начинают там формиться. Может быть, там на цинку приходить, дропаться. Я, чтобы сохранить лопаты, прожимаю панику. В этом бубле, короче, паники лопаты все тоже сохраняются. И в это время говорю: пацаны, чуть-чуть не справляюсь, давайте подтянитесь. Тут подтягиваются ребята, короче, а эти типы все в бубле. Ну, я, соответственно, вторым окошком, там, альтом, их добубливаю, короче. Может получиться интересно очень. Будем пробовать. Так, нам надо дрон силу уничтожить. Это какая-то структурка. Вот это, наверное, да? Нет. Дрон сила. Где она? Вот она.
Нет. Ага, все, погнали. Так, сюда вы... Так, давайте варьеров сразу сейчас в группу загоним, варьеры. А эти в Хаммерхеда. Так. Здоров, у тебя русскоязычная карпа? Набора нет, у меня русскоязычная карпа, набор есть. Поэтому можешь глянуть вот эту карпу. Вот, Ministry of Offense называется. Вот, посмотри, запиши. И в бюллетенях в описании есть рекрут офицеры. Вот им ингейм напишешь, и они тебе объяснят все подробно, как вступить в карпу. У нас самая лучшая карпа, на самом деле, одна из крупнейших корпораций в Гунсфарм, в Империуме. И на самом деле есть куча пилотов, которые и ПВП занимаются, и майнингом, и производством, и газом, и всем. Ты найдешь себе людей, прям по интересам. Я сам гун, да? Да. Я всегда, как выступил в Гунсфарм, в принципе, это было летом, наверное, еще. И с тех пор я понял, что гуны топ, это самый топовый альянс. Включаю варп-двигатель. А я тут по Евроблоп рассказываю. Оракл, а ты сам откуда? Спасибо, я 3 года не играл, до этого уже был в гунах. Вот вернуться хочу опять в Империум. Конечно, Даниэл. Дэниел Роджерс. Тут, если ты тем более был в гунах, уже знаешь эту всю структуру, возвращайся скорей. Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Тем более сейчас очень большое пополнение людей. Я думаю, в целом будет очень весело. Так, и я хочу проверить опять. К Архангелам улучшилось на 0.02, к Ангел Картелю ни хера. Короче, дела. Это не на один вечер, походу. Отмывка стендов. Я сканерщик. Мне удобно сидеть в гунах, потому что, скорее всего, гунам накиданы всякие ФВ и тому штуки. А мне импу скидывать на скане надо. Нет. Есть логистика, которая... Ты же можешь, получается, все, что здесь в нулях насканил, привозишь в 1DQ в столицу, выставляешь курьерский контракт до джиты, и там за какие-то, для тебя сущие, допустим, не крупные деньги, тебе это все доставляют буквально день в житу. А там ты уже продаешь, как тебе нужно. Тут логистика очень хорошо налажена, поэтому проблем с этим не будет никогда. Так, ладно, короче, я сейчас заниматься мискодрочем вот этим не буду. На стриме. Потому что мне, чтобы сейчас вторые миссии делать от архангелов,
Это надо сейчас, короче, задрочиться, очень много миссий сделать, чтобы хотя бы в ноль стенд сравнять. Вот, поэтому этим будем заниматься вне стрима. Возможно, на стриме, но просто в более подготовленном состоянии. А что ты думаешь, остались что ли свободные системы, в которых можно будет что-то насканить? Да, да. Смотри, Империум это регион Дельве, Дельф, Квариус, Период Базис, еще какой-то регион. Короче, регионов куча. Просто тупо вылетаешь и сканишь. Систем километр. Тут как бы, казалось бы, много людей, но хватает всем всего. Даниэл уходил из игры, Microsoft продал за 20 лярдов. Это очень дешево сейчас. Сейчас такие деньги не купишь. Сейчас Мазер минимум стоит 60. Ну и плюс фит. Вот и прикинь. Лучше бы оставил, да. Да мне проще в наглую летать без карпы по тем же гудам, прям разве нет? А тут уже ты сам выбираешь, как тебе удобнее. Если ты любишь играть соло, то да. Но вот у меня сейчас, допустим, в наушниках в Дискорде целая карпа. Они там что-то обсуждают. Вот сейчас, допустим, какой-то спор идет. Чего-то обсуждают, какие-то споры всегда этот. Это как бы социальная составляющая, если ты в карпе. А если ты, допустим, просто сканить в гунах будешь летать, я думаю, ну, без проблем. Но есть вероятность, что тебя просто сами жигуны словят и лопнут. Ну давай, не стракнись уже. Ребят, кстати, а кто на Твиче? Посмотрите, у меня есть дропсы, нет? Я вот это не пойму. Если дропсов нету, я не совсем понимаю, как это работает. Есть чуваки, которые вот буквально там 2-3 дня стримят Еву, и у них на стримах есть дропсы. Как это работает? Вообще, как бы без понятия. Но в этом есть некоторый азарт. Вступлю я в гуны, и мне почему-то кажется, что меня сразу же посадят на какой-нибудь Титан Мазер и скажут: а ну на кнопку. Да это же капец глупо так думать. Оракл. Это нет, такого нету. Понимаешь? Тебя в гунах никто ни к чему не заставит. Тебя не заставит сесть на Мазер, на Титан. Нет, ты абсолютно свободен. Вот, допустим, в нашей карпе, если ты будешь, вот что от тебя будет требоваться, это просто 5 стратегий папсов в месяц. То есть ты должен 5 раз летать по пингу на какой-то стратегик вылет. Он может длиться 15 минут, там полчаса. Ну вот просто вот, грубо говоря, вот это время в месяц.
Если ты не хочешь на Мазере, на Титане, там, куда-то летать, ты не должен это делать. В основном какие вылеты там? На Гарпиях, там, на Вольфах, еще там на что там. Короче, ты можешь на каких-то даже фрегатиках просто этих 5 пацев отбивать и заниматься чем ты хочешь. Но если ты не хочешь участвовать в движухах глобальных, если ты хочешь в глобальных движухах участвовать, ты можешь участвовать во всем чем угодно. Стратегик — это то, что касается целей Альянса. То есть если ФК Альянса для достижения альянсовых целей делает пинг, ну, допустим, я объясню, что такое стратегик. Ты, допустим, играешь, сканишь, летаешь. Кто-то одновременно, пока ты сканишь, копает роркой какую-то луну. Тут, короче, прилетает на эту луну и дропается на эту рорку. Рорковод, который копает эту луну, делает, допустим, пинг. Говорит, в такой-то системе вот меня дропают. ФК, который этот видит, тут же, короче, поднимает пинг. Стратегик, допустим, вылет. Ты вступаешь во флот, пересаживаешься быстренько на какой-нибудь там корабль, который ФК скажет. И летишь, короче, защищать эту рорку. Это будет стратегик вылет. Вы эту рорку защитили, не защитили, все, тебе дали папс. Или, допустим, ты видишь, что какой-то ФК Альянса делает пинг, типа, собираем бобров, летим, короче, дропаться куда-нибудь на фратов. Это тоже стратегик. Ты садишься на бобра, все, слышишь команды ФК, вы летите по бочке, пробрасываетесь, кого-то дропнули, что-нибудь сделали, все, это вот тоже тебе стратегик. Либо, допустим, прилетел какой-то флот вражеский, там, допустим, небольшой. Какой-то ФК собирает, допустим, деф-флот на Гарпиях или на Вульфах, или на Сакрах. Вы садитесь, короче, летите, делаете. То есть, бывает флоты буквально на полчаса. И вот за месяц просто 5 раз тебе вступить во флот, пролететь, какие-то цели выполнить. Это вот все, что требуется от жителей Империума. Это вот не такое. Даже если крупные какие-то КТА, опять же, тебя никто не обязывает это делать. Но знаешь, на самом деле, я вот, насколько по себе знаю, у меня есть факс, у меня есть кара. И когда какие-то крупные такие движухи происходят, просто за счет того, что ты понимаешь, насколько это глобальные движухи, ты просто, у тебя у самого интерес к этому появляется, и ты просто берешь и летишь туда на этой движухе. Вот в чем суть. А обязаловки никакой нету. Нет, никто тебя там... Ну да, если ты папсы не будешь делать, никакой активности не проявлять, соответственно, тебя попросят, там, кикнут. Но тут нужно понимать, смотри, Империум дает тебе огромную инфраструктуру для фарма. Ты хочешь копаешь, хочешь там фармишь, хочешь там, все что угодно делаешь. У тебя тут для производства есть и все системы производственные для производственных линий. Хочешь арендовать луну, арендуй луну. Не хочешь арендовать, копай публичные луны. Их очень много, причем есть и 32-е, и 64-е публичные луны есть. То есть бесплатные, даже не на карпу, просто вот такие. Настроена логистика, есть маркет, есть система, допустим, если ты крабишь на мародере, там на каре, на мазере, копаешь рорка, есть флот Бихайва, который прилетает, защищает буквально там за 30 секунд, они там прыгают к тебе. То есть это все в совокупности от тебя, просто вот пользование этим всем требует 5 папсов в месяц, 5 вылетов стратегических в месяц. На мой взгляд, это нифига не принудиловка, ничего, это просто абсолютно нормальный, справедливый и логический обмен временем. Интересно, дадут мне что-нибудь типа Мазера или Титана, если я попрошу? Как думаешь, какое это реально? Но дело в том, что чара нету, я... Нет. Разельдев, нет. Разельдев, привет. Оракл, Мазер тебе ничего такого не дадут. Если ты только не подружишься с людьми, и люди тебе там не подарят, как бы. Мне, допустим, рорку мою, на которой я до сих пор копаю, подарил зритель.
Алексей. Я ее и назвал в честь него Алексия. Но это вот, допустим, потому что я, возможно, стример, да, вот так вот получилось. Но именно потому, что ты вступил в гуны, типа, и ты можешь вводить мазер, просто так тебе мазер никто не даст, нет. Тут даже вот в эту сторону не смотри. Да он, по сути, тебе как бы и не особо нужен мазер. Нет. Это не как 5 обязательных GTA. Это просто как 5 обязательных вылетов в составе флота Альянса в... То есть помимо этого я тебе объясню. Смотри, даже не 5 вылетов, а один папс дается примерно за час твоего участия. Допустим, если ты... Ну вот, какая-нибудь движуха началась, допустим, на факсе. Полетел сейвать там какую-то там, не знаю, структуру. Либо вот, допустим, как у меня, допустим, бывает. У меня есть факс. Папс — это участие в стратегии в флоте. То есть вот, ну, ты взошел в флот, который поднял Альянс в ФК, в Пиджине, допустим, да. Ты вступил во флот, отработал какую-то свою задачу, тебе дали папс. То есть, ну, папс — это как будто 1 балл. Я, допустим, у меня папсы, у меня есть факс, и есть такое понятие, как Beehive флот. Beehive. Защитный флот. Допустим, люди крабят, собираются факсы, редимеры, там, еще куча разных кораблей. Если, допустим, кто-то на мазере, там, на рорке говорит, блин, меня тут затаклили, есть определенное правило, иметь там цинку рядышком с собой, он зажигает цинку, и буквально вот он сказал, там даже минуты не проходят, вся эта арава, короче, факс, там, редимеры, там, тому прочее, просто туда на цинку прыгают и защищают. Это тоже приравнивается, вот, ты получаешь папс за это. И ты просто можешь, допустим, иметь мазер, ой, не мазер, а факс, либо редимер, допустим, ну, в рамках гунов. И когда ты даже не играешь в игру, ну, просто PG настраиваешь себе, ты заходишь во флот в Бихаева, допустим, на факсе, как я делаю. Я, допустим, вот среди дня работаю, но я работаю за компом. Ну, это вот, ну, там мой плюс. Я запускаю Евку, включаю на мэне факса, захожу во флот Бихаева, настраиваю погромче уведомление Пиджина и просто сижу, короче, в этом флоте. И за каждый час того, что я нахожусь на факсе в этом во флоте, я получаю 1 папс. То есть я даже могу отбить, по сути, вот эти 5 папсов, которые обязательные на месяц, просто за 1 рабочий день. Я вот с утра, допустим, там часов в 10 включил Евку, зашел в Beehive флот, если он поднят на факсе, и вишу. Но опять же, здесь нужно подходить к такому вопросу, что все-таки не просто так висишь, а если приходит какой-то пинг на спасение, ты там переключаешься на 5-10 минут, ты участвуешь в спасении, там тебя ФК попросил прыгнуть туда, все, ты там по команде пропрыгнул, если нужно откачал, назад вернулся, все. Вот и все. И никакой такой обязаловки, что там GTA по суткам ты должен летать. Нет, 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 нет. Это все люди уже наговаривают, там страшилки вот эти все. Такого нету. Все намного лояльней и сделано именно для того, чтобы людям было приятно играть. Тут нету такого, чтобы людям было типа нагрузить людей, чтобы они там батрачили как рыбы. Такого нету, нет. Альянс живет не за счет эксплуатации людей, а за счет того, что людям всем комфортно внутри Империума. Вот это, наверное, основная вот мысль, которую я хочу передать, что здесь нету, за счет того, что это большая очень организация, она уже устоялась, очень большая инфраструктура, и здесь именно думают о комфорте людей. Но, соответственно, за этот комфорт ты должен какую-то небольшую толику от себя отдавать. Вот, это вот 5 стратегик папсов в месяц. Так, так. Что мы будем делать?
Короче, тема стрима такая была, что мы типа посмотрим контекст Зарзак, новые фракционки, но у меня ни хрена нет стендов, я чуть-чуть не подготовился, тогда по сути полетим, покопаем. Потому что время еще есть, я еще спать не собираюсь. Что-то меня уже прям немножко ломает без копки. А хотя нет, давайте не покопаем. Нет, давайте, ладно, сегодня у нас официально вечер отказа, отдыха, нет, не отказа, а отдыха от копки. Давайте сейчас мы сядем на мазер, ой, не на мазер, на кару. Тем более есть флот Бихаева сейчас. Если даже что-то пойдет не так, мы сейчас просто возьмем и аккуратненько пофармим пару зеленочек на каре. Вот, да. Я чуть-чуть так отдохну от майнинга. Сядем на Нитхагур и полетим, покрутим святыни и хавины. Так, сейчас надо будет сейчас на Ноктис. Ты подключил эти дни бесплатные? Нет, еще не подключил. Сейчас подключим. Ну, возможно, даже не сейчас. Понимаешь, у меня какая ситуация? Мне надо... Я такие глобальные вещи делаю всегда в прогрузе всех окон. А у меня их 14. А у меня просто еще как бы не было возможности подгрузить все 14 окон и одновременно уделить время, ну, там, не знаю. Ну, может, минут 15, полчаса уйдет, чтобы всем абсолютно окнам прогрузить это. Ну, сделаю. Да, что-то прямо аж мысль эта пришла на каре сейчас зеленку пофармить. У меня прям руки зачесались. Немножко тоже разнообразие. Хорошо. А как делать это? Ты не знаешь? Сейчас, секунду, покажу. Сейчас покажу. Сейчас, давай. Oracle, сейчас я долечу до этот. Мне тут буквально один прыг еще остался. Я сейчас покажу. Включаю варп-двигатель. Угу. Включаю Смотри, заходишь вот сюда. Магазин роскоши, видишь? И вот они, омега статус 7 дней. Нажимаешь, делаешь бесплатно. И все, они тебе падают. Ну давай, пока, раз уже мы этой штукой занялись, я сейчас этот... На альте тоже туда. Угу. Вот еще лопатки остались. А куда ты собрался? Я не понял. Зарзак, все уже, забудь. Так, сейчас, секунду. Ноктис, но у меня есть Ноктис? Нет? А, все есть, ага.
Включаю варп-двигатель. Так, а мы полетели с тобой на кипчик. Блять. Что-то не те буквы смотрю, не той системы. Так, полетели на нитку садиться. Кипчик андок. Так, у нас здесь минус. А чё так много людей-то? Скорхов здесь есть? Стоп, пацаны луну копают. Ну-ка, стоп, сейчас, секунду. Скорхар, привет. А чё, вы копаете или из-за нейтрала не копаете? А вы с минусом? Вы в минусом? Вы где копаете? У вас прям много вижу, да. А то, что минус в системе, вас не смущает? Он вчера был гуном, а сегодня хурда? Ну это жесть, конечно. Ну короче, я могу сейчас, в принципе, присоединиться к вам и покопать. Вы луну же копаете, да? Все, добро, спасибо. Так, ребятушки, у нас получается что? У нас сейчас получается мы можем либо пофармить на каре, в принципе, либо покопать луну. Давайте мы сделаем и то, и то. У нас сегодня еще луна там, она в принципе не кончится еще долго. Давайте чуть на каре покрабим. Сейчас давайте сядем на Ноктис. Так. Трактора есть, все хорошо. Дроны сальважные есть. Есть. И садимся тогда на кару. Сейчас чуть-чуть на каре, короче, покрабим. Так, что случилось с ютубом? А ютубчик здесь, все хорошо. Так, садимся на кару. Обалдеть сегодня наших копателей. А что лучше сделать? Так, нет, давайте так. Давайте так, сейчас. Twitch у нас сегодня лидеры по... Twitch у нас лидеры сегодня по онлайну. Давайте сделаем голосование, так скажем. Голосование через прогнозы. Типа, что делать? Допустим, фарм на каре или копка луны с корпами плюс Discord голос. Так, давайте так, плюс Discord. Короче, смотрите, фарм на каре, копка луны. Twitch, вы сейчас можете
Какой нахуй исход? Подожди, что за фигня? 5 минут. Короче, смотрите, Twitch, у вас сейчас есть выбор. То есть мы сейчас либо пофармим на каре, либо покопаем луну с аккорпами. И я, короче, Discord тоже пущу на стрим. Послушаем, что ребята говорят. Может быть, тоже какие-нибудь там рецепты готовки пообсуждаем. В общем, давайте 5 минут... А нет, давайте 10 минут на голосование. Нет, давайте... 10 минут я запасом возьму. Вы пока определитесь. Я вот прогноз сейчас кидаю. И отойду буквально на 5 минуточек по своим делам. Все, давайте, не ухожу. Жду от вас прогнозик. Так, все, ушла. Прогноз ушел. В общем, кто бальчиков больше накинет, за какой вариант, то и будем делать. Мне, по сути, и то интересно будет. Я хочу на вас ориентироваться, как вы скажете. Все, я отошел буквально на 5 минуточек. Давайте, скоро вернусь.
Так, ребята, вернулся. Чего там у нас? По прогнозу. Фарм на каре. И никто, представляете, никто из зрителей Твича не захотел покопать Луну. Это интересно. Это зрители, которые смотрят меня. Зрители, которые смотрят меня ради майнинг контента. Это интересно. Так вчера же копали. Да, согласен, согласен. Ну давайте дождемся конца голосования. Может еще все-таки подключатся люди. Так, я открою балкончик. Жарко, немножко жарко. Так, вчера копали. Хорошо. Но просто меня что удивило, никто не хочет копку Луны по прогнозу сделать. Twitch, ребят, 21 человек. Вы там свое мнение выскажите, чего вы хотите. Вас всего 4 человека проголосовало. Давайте, что делаем? Еще пару минут ждем и вылетаем. Я держу еще 4 кабала, чтобы перебить, если что, Луну. Понял. Мы за копку. Ну так голосовни немножко за копку, там какие-то баллы дай. А зачем ты предикта запустил? Да я же говорю, сейчас у меня либо, короче, я лечу на каре, либо лечу на каре сейчас зеленку пофармить, либо в этой же системе сейчас лечу на Луну с ребятами. Тут уже как вы сами определите. Пока что выигрывает Кара. Нет, ты не понял. Чего не понял? Типа почему? Вы переживаете за баллы канала. Я понял. Ну, победят и заберут те, кто за Кару сейчас, походу. Ну, в этом и интерес был. Ира, пошли газ позасаем. Нет, сегодня я на газ не на... Это долго. Это уже долго. Это нужно будет сначала стрима как-нибудь организовываться, потому что прям сейчас нет. Ну, типа, подожди, опрос есть. Стоп. Все, я понял, ребят. Давайте, кто получит... Давайте сейчас... окей, давайте опрос. Так, а предикт? Предикт у нас... Он у нас заканчивается, да? Опаньки, видите? Вот, и копка Луны уже выиграла. Вот, так этот, вы между собой соревнуетесь-то? По сути, нет. По сути, в этом-то и была задумка, чтобы вы между собой там, короче, немножко побайговали. Я понял, я уже увидел, есть в Дискорде опрос. Все, но предикт получается, предикт.
Осталась 1 минута. И выигрывает Копка Луны. Не будем, мы же не казиношники. Ну вот так получается, что я вас немножко сподвиг на казино. Юр, давай разыграем парпойку. Слушай, я себе ответил на этот вопрос, хочу ли я проводить розыгрыши. Да, хочу, но при условии, что будет хотя бы онлайн 100 человек. Проводить розыгрыши, когда на Твиче 16, на Ютубе 11, пока что не актуально. Ну, на самом деле, честно, это будет нечестно по отношению и ко мне, потому что, как бы, даже сам парпойка стоит исок. Вот, поэтому бывают дни, у меня бывают дни, когда онлайн даже 250-300. Вот. Я все-таки, наверное, да, возьму себе за правило. Давайте так, чтобы вы тоже понимали. С этого дня, вот с этого момента, при онлайне 100+, даже давайте так скажем, пусть будет 50 YouTube, 50 Twitch, вот просто в общем, чтобы было 100 человек на стриме, я буду проводить регулярные розыгрыши, каждый стрим. Но на таком количестве онлайна, извините, это будет нечестно. Вот, я свое слово сказал. Онлайн 100+, все, мы если на стриме онлайн 100+, мы проводим розыгрыш, обязательно чего-нибудь стоящего, или какой-нибудь кораблик, или покрасочки, или какие-то модули, либо плексы, но это будет обязательно. Вот с этого момента я это озвучил. Имейте в виду. Так, выберите исход. У нас исход выбран. Но все-таки выбран в сторону, по-видимому, кары. 62% ребят за кару, 38% за луну. Ну тут уже как бы, ребят, сорян. Полетели на каре. Вот, Вань, я же говорю, я начну обязательно вот с определенных сайтов онлайн, но чтобы было всем интересно немножко. А так то, что мы сейчас будем там раскидывать, ну это как бы и для меня неинтересно, и особо и для вас нету изюминки розыгрыша. Еще и баллов подняла 3К. Все хорошо. Так, полетели, короче, туда мы на аномаличку сейчас, давайте. Давайте Санктум какой-нибудь пройдем. Включаю варп-двигатель. Погнали, пройдем Санктум. Андокнем. Так, у нас в Ноктисе все чисто как трактора. У нас есть 40 минут, чтобы пофармить зеленки. Я по секрету скажу. Луну я все равно сегодня буду копать. Поэтому сейчас мы на каре, конечно, пофармим. А луну все равно будем копать. Как это майнер не будет копать луну? Вы что? Вы что ли с ума сошли? Бельты поразгонять на каре? Да нет. Нет. Как это бельты на каре разгонять? Не то. О, еще и газовая. Ёпта, я еще в ноль не на... Красота. Так, давайте точку найдем. Сделаем разгон на кипчик. Нет. Я неправильно сделал. Сейчас, секунду. Я неправильно сделал. Я сейчас могу наломать дров. Включаю варп-двигатель. Я переварпну.
Я совсем забыл, как это делать на Гаре. Сколько у тебя тик? У меня тик 25 лямов на каре. Возьмешь оффлот на Луну? Конечно, без проблем, да, да. Открой второе окно и на каре прям на гейте убей кого-нибудь с помощью второго окна. Нагло дерзко. Слушай, я Оракл, я не настолько прям прожженный ПВПшник. Я в смысле вообще не ПВПшник, поэтому я, конечно, могу это попредставлять в каких-то своих мечтах. Включаю варп-двигатель. Но кару гнать на гейт нет. Нет. Я боюсь. Ну, кстати, вот тема с карой тоже интересная довольно-таки. Я сейчас объясню, что я понял. Я не так давно на каре летаю. Весь смысл в том, чтобы у тебя файтера никогда не стояли на месте. Вот в этом смысл. То есть кнопочка, вот смотри, орбиты W. Но она на каре на файтерах работает не так, как мы все привыкли. Вот смотрите. Горячие клавиши. Вот. Через Alt-Shift у меня сделано. То есть мы прилетели. Alt-Shift-Tab нажали. Выпустили, получается, файтеров. Теперь нам нужно убедиться, когда мы нажимаем Alt-Shift-S, ну, у меня выбран кара. Нам не нужно так делать. Мы кару убираем. Мы делаем Alt-Shift-A, выбираем все три линии. Теперь лочим цели. Лочим цели. В этот момент кара уходит у нас на на кипчик. Встает в разгон. Вот, на кипчик встает в разгон. Все, кару мы больше не трогаем. Теперь смотрите, что нужно делать. Теперь мы просто делаем, как обычно, управление дронами. Делаем F. Ой, блять, F. Кару разгоняем на кипчик. И как простыми вот этими вещами управляем. F1 нажимаем. Да ёб твою мать, что я делаю? Вот рачела, ёб твою мать. Я не разгон нажал, а варп, да, нажал. Ну что клево, то что файтера сейчас они я Alt-Shift-R нажму, они сейчас вернутся ко мне. Вот это кайфово. Не погрызут, нет. Там далеко были, сейчас мы сделаем обратно. Что кайфово в каре, то что файтера они варпают к себе. Сейчас мы буквально чуть-чуть подождем. Сейчас они ко мне варпанут. Вот они летят. Слушай, а давайте, чтобы вам было интересней, я вот так сделаю. Вот так же лучше, да? Во. Во, вот так лучше. Ага. Все, полетели опять на аномальку. Включаю варп-двигатель. Вот, и сейчас я объясню, как не терять файтеров при фарме зеленок. Только азеры скрыты. Какие азеры?
Все, полетели. А, нет, сейчас я файтеров выпущу. Там лазеры стоят. Лазерные. О, еще попали на эту. На кольцевую. Кольцевая вообще самая офигенная. Все. Я вот шоткейми. Вот можете себе вот заскринить сейчас. Шоткеи под файтеров. Все, я вот их выпустил. Их всех залочил. Убедился, что я кару не лочу. Кару отправляю на кипчик в разгон. Все. Лочим цели. Сначала БКшки. И просто нажимаем F1. И чтобы они быстрее туда долетели, нажимаем F2. На один цикл. Вот, теперь смотрите, в чем фишка. Я нажимаю на этой NPC-шке F1, атаку. И на следующую уже нажимаю орбиту. То есть я, вот смотрите, он бьет этих. Я зажимаю орбиту уже на следующем. Вот W нажал и щелкнул, кого орбитить. А вот этого я говорю бить. Вот, и соответственно получается, я вот сейчас говорю, орбите вот эту. Они всегда двигаются. А бью вот этого. И когда они его подбили, они не останавливаются. И получается так, что у тебя получается эти постоянно в движении. То есть вот, смотри, бьют этого. Я переключаюсь уже сразу орбиту на второго. Вот они двигаются, продолжают. И бью, соответственно, вот эту цель. То есть вот, сейчас они ее добивают. Вот сейчас вот как вот будут добивать. Все, я орбиту следующего делаю. W нажал, щелкнул. Все, они не останавливаются. Они постоянно в движении. Но я не того, которого выбрал на орбиту, а атакую предыдущего. При этом у меня кара, она в разгоне на буку. И то есть вот таким подходом вы добиваетесь того, что у вас файтера практически не страдают. Ну то есть их не отстегивают. Да, они с той позиции убивают первого. Они очень хорошо вот за счет этих модулей с этим справляются, и все. Блять, 5 БТК, 1 нейтрал. Короче, основной момент фарма на каре в том, чтобы файтера никогда не стояли. То есть вы всегда должны файтеров направлять куда-то вот в орбиту. То есть если они даже там 2-3 секунды постоят, особенно на самом крайнем респе, может такое произойти, что просто отстегнут вам, ну, пачку файтеров за 16 лямов вообще там в легкую. Все, вот орбитку делали. Все, они этого шлепнули, и они не останавливаются, они летят сразу на эту, на вторую цель. Вот кто Оракл, да, если ты не видел этого приема, вот он есть. Вот я даже сейчас, смотри, направил на БШ орбиту, а атаку делаю на БКшку. БКшка слита. Все, я подтверждаю орбиту на БШ. Опять делаю слить БКшку. Опять на БШ орбиту. Слить БКшку. Опять на БШ орбиту. Вот тут же это все делается.
То есть ты видишь, они у меня не останавливаясь. Вот, я опять же делаю БКшку атаковать на быша. Ты, если заметишь, они не останавливаются. Трекинг спид. Ну, я на трекинг, короче, делал эти скрипты. Ну, ты тут что-то увидишь, что тебе нужно? Радиус 7300. Так, сейчас, секунду. Короче, я никогда не арбичу то, почему я даю дамаг. Потому что тогда получается переключение неправильное. То есть всегда арбитят они то, что не дамажат. Дамажат они другие цели. То есть я делаю сейчас, допустим, на быша орбиту, атакую БКшку. Когда она уже подходит тоже, чтобы для лишнего раза убедиться, я снова делаю на быша, но атакую снова БКшку. Соответственно, вот дальше, допустим, раз. Они отстрелили, я делаю орбиту бышашки, атакую совсем другую быша. То есть я орбичу вот эту, а атакую эту. Можно еще кинуть ракеток. И в этом случае они постоянно в движении, и их просто никто не может достать. Да, смотрел, Александр, смотрел, прикольно. Да я говорю, сейчас я вне стрима заморочусь, а может быть и на стриме заморочусь. Но будет отдельный стрим под это дело. Мне нужно, получается, этих... Мне нужно будет прокачать стендинг под ангелов. Но у меня там прям совсем все плохо. У меня получается минус 5,7. Я раньше в том регионе жил. И очень много наделал минусовых историй с ангелами. Так, сейчас дозаправим файтеров. Отлично. Ну, кстати, вот такой фарм является одним из самых безопасных. Объясню почему. Потому что у вас кара всегда в разгоне. То есть у вас нету проблемы того, что вы, допустим, если на мародере стоите в сидже, что во время сиджа к вам зайдут, и вы, короче, ничего не можете сделать. Вот у меня мародеров так и сливали именно поэтому. Сега, привет, 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 дружище. Всегда поэтому и сливали, получается, мародеров, потому что так, сейчас, секунду. Потому что ты стоишь в сидже,
вроде как бы такой на расслабончике, там фармишь непись. А тут прилетают ребята просто и тебя нахлобучивают. А все из-за чего? А все из-за того, что ты не можешь двигаться, пока ты в сидже. А даже если ты глазки проставил там в 2-3 системы от себя, какой-нибудь Септору или там той же самой Мантикоре пройти там 2-3 системы, никакой сложности нету. И зайти в эту систему, тебя насканить, тоже никакой сложности нету. Вот поэтому как бы вообще абсолютно ненадежная тема мародеры. А для фарма зеленок кара, ну, на мой взгляд, самая оптимальная штука. Так, привет, 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 кто подписался. Привет за фоллоу. Так, а давайте-ка мы сейчас... Сейчас, секунду, я прочекаю, на каком я санктуме. Угу. Так, я сейчас Ноктиса-то направлю сюда. Сейчас, секунду. Надо трактор выкинуть. Включаю варп-двигатель. А типа все? Мы прошли? А, нет. Так, дреда нету? Нету дреда. А жаль. Давайте сейчас восстановим. Перезарядим. Привет, космонавты. Привет, привет. Всем привет, ребят. Всем привет. Ой. Стоп. Что-то у меня кресло провалилось. Так, у нас там трактор надо выкинуть. И отварпать на кипчик обратно. Включаю варп-двигатель. Выпустить надо дронов, ой, файтеров. Так, чё, с чего начнем? Давайте начнем вот с этих ребят. Орбиту на быша. Включили МВД. И делаем отстрел вот этих вот товарищей. Юрий, как там то ИСК-час прогрессирует? Конкретно вообще прогрессирует, офигенно. Прогрессирует прям четко. Так, сейчас отстреляем этих мелких всех. Просто говорю еще раз для всех, кто сейчас смотрит. На каре обязательно у вас файтера должны всегда двигаться. То есть всегда вы кнопочку W и орбиту прожимаете прям вот после каждого там протыка атаки мелких целей. Потому что бывает так, что если вы... Вот смотрите, если я сейчас, допустим, вот они у меня орбитят быша, я нажимаю только вот кнопочку атаковать и тут же прожимаю кнопочку W и орбиту, потому что они сносят за один залп. Понимаете, да? То есть вот я нажал атаковать и тут же кнопочку орбиты другого быша. Почему? Потому что они сносят мелкую цель за один залп и останавливаются. А это, короче, ну прям смерти подобно для них. Ну, вот, поэтому вот я, кстати, вот сейчас профукал, не дожал кнопку орбиты, одного файтера потерял. Вот. Ввиду неконцентрации меня, да? На задаче, так скажем. Так. А давайте выпустим. Привет, Влад, привет. Спасибо за фоллоу.
Так, а я не понял, только получается, что... Ну давай вернем. Блин, вот это, короче, капец. Мне немножко... Нитка лучшая кара для ПВЕ, но считается, что так, да. На самом деле считается, что так. Блин, вот заболтался с вами и слил файтера. Минус 1 тик. Еще нитку кто-то развернул, непонятно куда. Включаю ваш Да куда двигатель. ты собрался? Я... Что за растяпа сегодня, ё-моё. Встать в разгон, пожалуйста. Встаньте в разгон, товарищ. Ой. Ну знаете что? Я, короче, погоняв вот эти вот ну, довольно-таки продолжительное время на каре зеленки, я пришел к тому, что это не мое. Это, конечно, имеет место быть, но, блин, майнинг мне намного... То есть я, допустим, вот имея кару, имея второе окно, располагая там временем, я поманил, покрабил, короче, вот так вот зеленки, ну, примерно месяц. И мне настолько прям до трясучки, короче, прям вот тянуло помайнить, вы бы знали просто. Ну вот, все-таки майнинг это в крови. Не, конечно, прикольно. Я бы с удовольствием попробовал это делать на мазере. И попробую это сделать на мазере. Потому что мазер у меня выучен. Мне, кстати, мазер в 5 доучить 27 дней. И у меня мазер будет в 5 с Т2 файтерами, с бомберами, там, со всем. Вот, поэтому попробуем. Но позже. Ну, я знаю, на мазере с бомбочками поинтереснее, конечно, в разы. Так, чё, ничего у нас не... Ничего у нас не зафармилось. Так, сейчас... Пиздец, а чё, прошел и все? Так, я что-то так и не понял, прикол в майнинге. Либо я что-то не делал не так, либо не мое. А мазер это типа суперкара, да. На мазере, правда, очкуешь от любого шороха в регионе. И такое есть, но... Нет, я наоборот, я проникся абсолютно майнингом. И для меня, допустим, вот это вот... дрочь этих аномалий не мое. Ну, хотя тоже имеет место быть. Вот сейчас что мы сейчас... По сути, начали без концентрации, опять же. Я сижу с вами в чатике, кушаю осьминогов. Абсолютно не сосредоточен. И у нас 17 миллионов тик. Тик, когда я, допустим, сосредоточен, именно в этом деле, 25 миллионов получается. Плюс окошко прилетает и делает свое дело по части сбора всех этих вот штук.
Включаю варп-двигатель. Давайте сейчас дособерем то, что мы должны были собрать. И все-таки полетим, покопаем Луну. С аккорпами. Поболтаем. А где ты видишь тик? Ну вот смотри, я сейчас, допустим, вот посидел 20 минут. И вот мне пришло, получается, за тик за 20 минут 19 лямов. Ну понятно, что налоги мне пришло, по сути, на кошелек 17 миллионов. И вот так, если ты заточился, допустим, там на 2 часа, вот и считай, у тебя на каре 25 лимов в тик, у тебя 3 тика в час. Это 75 миллионов чисто с баунти. 2 часа это 150 миллионов. Плюс еще где-то примерно миллионов 140 будет с альвага и с лута. Но это как бы ты попутно делаешь вот вторым окном. У тебя вот трактор это все собирает. Ты выпускаешь с альваг дронов. И просто делаешь им МФ. Типа погнали. И они начинают сальважить все, что они видят. И вот типа ты висишь, короче, ждешь, пока трактор подгонит в реки. А дрончики сальважат, короче. И вот ты вторым окошком просто она у тебя как подметалка такая. Это тоже как бы тянет за собой некоторое время. Вот. Получается, грубо говоря, в 2 окна ты делаешь... В 2 окна ты делаешь примерно... Ну вот на зеленках на каре. Но чтобы вот прям вот совсем прям эффективно делать... Ну, лямов 300 в 2 часа. 150 лямов в час ты делаешь. В 2 окна. Соответственно, это примерно 75 лямов в час. Это я обращу внимание, особое внимание обращу. То есть кара, плюс ноктис, плюс определенная сноровка, втачивание, 2 часа. И ты имеешь примерно 300 лямов. А, нет, я вру, подожди. Нет, подожди, не вру. 25 лямов тик. Тик 20 минут, 50, 75. Да, за 2 часа 150 лямов по баунти. И примерно... ну, примерно столько же по луту и сальвагу. 300 лямов в 2 часа. Ну вот, ну короче, вот так вот получается, да. Ну плюс-минус, короче. Ну ладно, давайте там не 300, может быть кто-то скажет 400. А суть-то в том, что имея рорку и халки, я делаю с одного халка 120 миллионов в час на одно окно. Ну вот примерно. Вот и считайте, насколько майнинг выгоден или не выгоден. Нет, конечно, я не спорю. Есть шанс получить экспедицию, есть шанс получить Даркблуда, есть шанс получить офицера, Титана, Дреда. Это, конечно, все в долгосрок. Если мы берем, допустим, месяц, и вы, допустим, за месяц хлопнули там 4 Титана, 8 Дредов, и, допустим, сделали 10 экспедиций, которые там выпали вам. Конечно, это все в совокупности вам даст больше доход. Но, допустим, если мне падает та же самая десятка, я просто не знаю, что с ней делать. Блин, не знаю, как ты выжимал тик 45-50 с Танатоса. Таких нету цифр. Тут цифр, понимаешь, цифры какие? 70 лямов с мазера получается тик. Нет, то это не тик. Планетарочка это не тик, да, управим, это не тик. А сальвак дроны сами агрятся на вреке? Да, да. Кстати, Максимус, я тебе раскрою секрет. Если ты залетишь вот где в реке есть, и вот так вот их залочишь, чтобы они у тебя были в локе, и кинешь дронов типа, короче, сальважить, они у тебя сальважат только один дрон. Запомни. Но если ты прилетаешь на трактор, где куча вреков, вот просто прилетел, ничего не лочишь, и нажимаешь эту вот клавишу F, английскую,
Ну, вот хоткей на атаку дронов. Ну, соответственно, ты дронов выпустил и нажимаешь F. И все, у тебя сальвак дроны автоматом полетели, короче, все пылесосить, все, что... все вреки, которые есть вот в радиусе действия дронов. Это мало кто знает, и я об этом тоже не знал, мне подсказали. Но вот такая фишка. Что вот просто прилетаешь на трактор, куча висит этих вреков, выкидываешь сальвак дронов, ничего не лочишь, просто нажимаешь кнопочку F на клавиатуре английскую. И все, и дроны полетели пылесосить. На големе у меня примерно столько же, 2.25. Но смотри, Кара 3000 ДПС имеет. Голем примерно то же самое имеет по DPS. Ну, плюс-минус. Тоже там 3000. Но в чем разница? Разница в том, что голем стоит в сидже. И этот сидж после крайних обновлений довольно-таки долгий. И если даже кто-то... Ты глазками имеешь... Вот, допустим, вот у меня Эдик бы сейчас висел не здесь, а в соседней системе глазками. Я уже это проходил и сливал так голема. Я вижу Эдиком, что зашел нейтрал на мантикорке. Вот я тоже только его увидел. Я выключаю сидж, но я не успеваю выйти из сиджа. Он прилетает в эту систему, насканивает меня, прилетает, кидает дис, кидает цинку и меня дропают. А на каре ты, получается, прилетел в аномальку в 100, встаешь в разгон, желательно на поз, и, короче, стоишь, у тебя кара в разгоне. Если что-то пошло не так, ты просто делаешь, вот зашел нейтрал тебе в систему, ты просто делаешь варп на поз, и все. То есть и все. А файтера потом тебе долетают, тебе на посте никто ничего не сделает, понимаешь? И то же самое фармят на мазерах. Ну, то есть там намного это все повыше, там тики, там все и так далее. То есть ты... Ну, опять же, вот смотри. Тут, конечно, это вот, как сказать, на поз. Ты должен иметь свой поз. Если ты фармишь на каре, ты должен иметь свой поз. Если на мазере, то ты обязательно должен иметь свой поз. И суть в том, что это абсолютно безопасный крабинг. Но ты можешь слить мазер только если ты не умеешь поз. И если ты слоупочишь, допустим, ты можешь, грубо говоря, там пойти, не знаю, в туалет покакать, пока у тебя там файтера пилит чего-то. Тогда да, тогда ты можешь слить себе мазер. Но если ты, допустим, сосредоточен, ты мониторишь все эти вещи, чтобы у тебя, во-первых, файтера, допустим, всегда были в орбите, у тебя система не как сейчас вот такая вот прям фул заполненная. Ты видишь, допустим, если заходит там нейтрал минус, только зашел нейтрал минус, ты просто сразу автоматом хоп, 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 поз, варп. У тебя мазер стоит в разгоне, он тут же ходит в варп на этот поз, и все. И тебе никто ничего не сделает. А мародер, ну вот такая фигня. Вот ты стоишь в сидже просто, ты видел это за 2 системы от тебя, чтоб тебе летят. Ты нажимаешь выйти с сиджа, блять, и ты не успеваешь выйти с сиджа. И тебя просто вот фигачат. Меня это вообще капец подгорело у меня. И я после этого мародера считаю абсолютным говном для ПВЕ, для фарма. В реке не надо лочить, да, вот просто вот прилетели, нажали F, и дроны сами все делают. Сейчас кто-то на мазере крабит. Ванька, да ты чё? На мазере сейчас самый-самый-самый-самый офигенный фарм. Зеленок, если. Даниэл, возможно, я чего-то не понимаю, да, но имеет место быть, да. МЖД на Марик надо ставить. Хорошо, у тебя Марик в CG может МЖДшиться, что ли? Ну не может же Маджик в CG МЖДшиться. Короче, рассказываю страшный ужас. Прудников копал, снимал на Twitch, и вдруг все стали копать на рорках, и цены... Да нет, такого не будет никогда. Вот в чем, кстати, Евка классно, то что здесь такого невозможно. Потому что
нормальные майнеры, которые много копают. И даже если вы придете к тому, что вы будете много копать, вы не будете продавать руду. Вы будете с нее производить. А чем больше будет производства, всяких шипов там и так далее, тем людям будет проще, грубо говоря, их лопать. Ну типа, смотрите, как у меня работает. Вот сейчас, допустим, одна рорка. Но если у меня сейчас будет в ангаре 3 рорки, я вообще не буду переживать за то, что я там солью эту рорку. Я просто даже буду с минусами в системе копать сидеть. Вот. Ну и вопрос, наверное, в таком, что чем больше просто будет всего, тем люди просто меньше будут беспокоиться о том, что ты сольешь шип. Но все-таки все так в Еве устроено, что все имеет свою цену. Поэтому я и люблю эту игру, что здесь есть full drop и полная потеря того, что вот, допустим, ну, корабля, на котором он там вылетел. Это на самом деле исключительная особенность Евы. Я такого нигде больше не встречал. И это очень по кайфу, это очень круто. И вот, кстати, вот что хочу сказать. Я сегодня специально уделил где-то час времени на изучение рынка MMORPG. Я искал игры, где есть full drop система. И знаете, что я нашел? Я нашел только, ну, такую вот довольно-таки казуальную игрушку Albion. Все поняли, да? То есть нету аналогов Еве в плане вот этой вот дроп-системы. А это капец как прикольно. Это вот именно затягивает. Я вот думал, на вопрос отвечал, почему я играю там в Lineage, в Arcade, в какие-то еще там проекты. Почему я там не остался, не зацепился? Потому что там нету ценности. И нету ценности твоих решений. Вот это вот, наверное, самое главное. Потому что ты там можешь себе что-нибудь там навозомнить, самоздурить, полететь куда-нибудь там, что-нибудь раз, убился, и все. Ну, типа, и ничего тебе за это нету. А здесь, ну, допустим, если ты имеешь титан, ну, ты там, допустим, раз шар залил, допустим, да, полетел, я сейчас всех это сделаю. Тебе просто титан слили, а ты на этот титан минуточку, может, полгода, допустим, фармить. Полгода фармить, там, строить, там, добывать и так далее, да? То есть здесь каждый корабль, каждая, как бы, вещь имеет свою ценность именно за счет того, что ты можешь ее лишиться. Это первое. А второе, если ты имеешь какие-то ценные активы, это социальная составляющая тоже, да, имеет важность. То есть здесь все имеет свою цену. И вот это изюминка Евы. Почему я безумно люблю эту игру. И, скорее всего, я не буду переходить никогда в какой-то другой проект, серьезно. То, что здесь твои решения, они соизмеримы вот с твоими потерями абсолютно. То есть, если ты наделал дров, ты сполна, короче, получишь по горбу просто вот этой реальностью, что ты можешь всего лишиться. Всего-всего. Так, ребятки, сейчас пока у нас парпоечка подсобирает дрончиков, я отбегу буквально на еще минутки 3. Сейчас она досканет. Ой, да, сальважит. Мы все соберем и поедем копать луну с ребятами. Я включу Discord. Ну и поболтаем, послушайте, как у нас в Карпе весело и круто. Все, буквально 3 минуточки, и я вернусь. Давайте, не уходите.
Так, все, ребята, я здесь. Я снова вернулся. Так, что у нас происходит? Так, Valorant задрал своей токсичностью по отношению к игрокам и защитой чрезмерных школьников. В итоге я дропнул его и нафиг, хотя подход в Riot Games очень серьезный. Valorant, не знаю, что такое. ПВЕ из Алика, ПВЕ. Чего-то тут напечатали. Сейчас, давайте, ребят, прочитаю все. Кстати, советую сделать 10-10 делается за минут 20-30 на дейфу нелярдовом, и вкусняшка другая может упасть. Видел, я проходил, но не мое. Ева и Valorant это, пожалуй, две игры на сегодняшний день, в которые более-менее можно поиграть и все. Что за Valorant? Подожди, сейчас, секунду. Я посмотрю. Valorant. Riot Games. Блин, я даже не играл ни разу, вообще не видел даже, что такое. Посмотрю обязательно мне стрима, спасибо. Привет всем карагинцам Челябинска. Привет, привет, Челяба. Привет, Челяба. Я тоже первый раз слышу, вот посмотрел, ну, вроде как красивые картинки в гугле. Так, все, у нас все засальважилось. Вот сейчас вот итог. Получается, у нас там тик еще один пришел. Нет, не пришел. И по луту у нас 15 лямчиков. Короче, сейчас мы посчитаем, что у нас получилось по луту. Лут плюс альвак у нас получился... На 22 ляма. Ну вот плюс-минус так. Господи, что, один остался, что ли, этот? Сейчас мы его застрелим с альвагерами. Чпок, сейчас. Оракл, честно, вот первый раз слышу об Оракл. Ой, об Valorant. Так, все, полетели, короче, мы обуваться все-таки в ророчку, в нашу привычную. Сейчас на кипчике все выгрузим. Включаю варп-двигатель. Опять нужно открывать балкон. Блин, я сижу прям рядом с батареей. Сейчас зима началась. Здесь как в духовке иной раз. Так, давайте докаем кару. Разрешение получено. У нас есть Beehive. А сейчас давайте-ка переключимся на Discord. Вы еще копаете? А я уже присоединяюсь. Так, вы мне скажите, у вас сколько ророк? Вы две прям на бонусы или как? Ну все, я тогда PvP ророчку сейчас сделаю и лечу к вам. У вас рорки рядом стоят? Все, можно будет, получается... А, у вас флот чей? Все, понял, хорошо, сейчас подключусь. Спасибо, спасибо. Так, чатик.
полетели, короче, мы сейчас к нашим ребятам. Давайте сейчас я что сделаю. Я все-таки, чтобы вы слышали... Я дискордик... Нам нужна, чтобы сюда прийти, или у тебя есть? Нет, у меня все есть, спасибо. Сейчас я прилечу. У вас, кстати, размер... в принципе, вы же на Луне, все понял. Но у меня сейчас будет еще этот окошки глазками. Я бы мог прожечься, но что-то пока ответа нет. Глазки сейчас будут в соседней системе на всякий случай еще, чтобы все было хорошо. Ну все, в общем, все, сейчас я тоже присоединяюсь. Лютик тракер помешает? Не, я все передал. Я понял. Ставлю трактор. Так, сейчас, секунду, ребят. А, бука стояла, ебать. Мне нужно завести цинку. Все, понял. А цинка у меня вот здесь. Чтобы просто она была перед глазами. Стань, твоя не начала заваливаться. У нас еще будет сейчас время копочки. Ну, потому что у меня разгон, Все-таки типа, я не могу почти, лечь кажется. спать без копки. Поэтому- Максут, привет. Спасибо большое. Спасибо, дружище. Спасибо. Рад тебя видеть, земляк. На моей Я дурочке, руками. да. Сейчас я нырну под стол. Ладно, поставлю как у Тайси разгон. Все. Готово. Я все неправильно понял. По поводу Так, давайте Эдика сейчас. Эдика выключаем. На Виверне Разрешение получено. 1200 человек экипажа, если ей не управляет капсулер. Если ей управляет просто экипаж. А вот когда ей управляет капсулер, количество членов экипажа снижается до 390 человек. Ну, вообще же, по идее, по лору ей капсулер заменяет полностью весь экипаж. У него и фича в том, что если капсулер есть в корабле, то ему не нужен экипаж, он управляет всем сам. Нет, нужен. По лору экипаж все равно нужен. Это только для относительно небольших кораблей типа Мирмидона. Флёр управляет функциями корабля. Так, сейчас пересядем в джамплона для Рорки. Типа. Логично. Мгм. Я за лор вообще не шарю. Димон, привет, спасибо за фоллоу. Бегают бомжи, короче, кто подкидывает воду. Ей. Воду Воду относит. Потому что лопаты копают. У них нет Крутая лопат, цинка. скидывать в воду лопатами. По лору все, что выше Примерно 200 крейсера, человек. имеет команду. Ну да, да. А ссылки можно сюда кидать? Нет, Оракл, сюда ссылочки нельзя кидать. Я пока еще к этому не пришел. С учетом того, как он сейвит рор. Я, возможно, приду еще к тому моменту, как, допустим, у Немайера можно, типа, кидать Старость. и ролики с Ютуба музыкальные. Но что-то я пока еще к этому не пришел. Блохастой роркой. Мне там 200 маленьких человечков бегает, гадость какая. Включаю варп-двигатель. Да, как-то 200 маловато для такого большого корабля. Так, цинку заводим. Он, конечно, почти весь это один большой грузовой отсек, но все-таки. Разрешение получено. Садимся на Ророчку. На Каспе донатить можно? Блин, ну нет, дружище, нет. Папса с Бихаева. Ебать. Вот Мирмидоном, если им управляет капсулер, достаточно только капсулера. Вань, мне А честно, если им управляют смертные, то нужно твой 80 лайк на человек. ютубчике, твой комментик куда-нибудь приятный.
И для меня это будет лучше всяких донатов на Каспи. Честно. Ну, за 1,5, ну я где-то так сижу. За 2. Так, у нас дилемма. Все, ФК бет. Мы сейчас прогрузимся по 3 лопатки. Да. А если бы 5, то 3. Что она говорит? Ограничение. Существует также ограничение на локуст, на количество персонажей, которые могут идти, ну, лопатами. Так, я немножко не понял. Так, 10, включая рорку. давайте 10 сейчас рорка и 9 лопат может быть на локусе. все закроем. А папа все равно 3 получишь. 3 в час. А год назад вроде не было, да, такого правила? Не было. Ну, мы вступали первый раз год назад, тогда можно было, да, всеми лопатами прийти на локуст, и у тебя за каждую лопату получался папс. А, ну, видать, какое-то обновление пришло, и поэтому В принципе, это делали. вся эта но ситуация мы произошла. На меня. Ну да, мы что-то там по 10, по 15 папсов получали с... Все, сейчас ссылочку пока выгоняем на соседнюю системку. Да я смотрю. Потихонечку прогружаем про 3 лопатки. А, Кармафли тут так вообще... это самое, в руки насрали. И будем вылетать Эти корп папсы, это вообще жесть. на копку. Они на стендинг флот. Сейчас, как вы видите, у нас, Причём мы ребята, что-то вступили э, буквально на час, по-моему, где-то провисели. Ася, это кстати, в целом Тебе то, что Никс я хотел написал? показать. Нет, это должен быть. мне Никс написал в ЛС. Как происходит Цене. карповая копка. Ну, такой, типа... То есть зачем ты в сейчас Михаил вступил? Я такой, на Луне ебать, 2 вопросы. рорки. Ну, такой, помимо типа, меня. вот копаем. Он Я такой, буду третьей ну я вот на роркой. Нюксе, короче, если чё. Ребята сидят в голосовом дискорде, в отдельном каналчике, болтают, разговаривают. Ну, может, мы цену просто не видели. О том, о сём. И это очень, очень лайтово, кайфово, вот так вот. Тоже, да, момент. Я обожаю Я ему такие написал, типа, ну, если чё, там, вечерочки вот, бывают главный просто в кайф. С людьми, с которыми приятно общаться, посидеть, покопать. Можно было догадаться по нику Андропов. Ну, это да. Да. Зачем сын? 2 рорки на него. Подключаюсь к серверу. Я так понимаю, что прям Никсон там сидит. Да. Без гейских шуток. Тиражи прям так сидит. Но преимущественно, да, без них. Так, давайте еще 3 лопатки прогрузим. А в чем прикол? Они типа сами себе могут цену прожечь? Так как сейчас одна рорка шилдовая, ну, на бонусы, Может, одна сжималка и бонусами на... Не, капитал Копку? Кайлом, по-моему, не сидят. В любом случае. Мы сейчас зафитимся смарты сразу, прям сразу смарты. Хм. Кстати, пока лопата Да, у меня грузится, будто бы где-то я читал, что мы этим и займемся. которые карабят в Бихайве должны сидеть. И Ну, вот так таком вот в моей в голове 3 может. рорки, кстати, очень-очень офигенно Я думал, копать. что это подразумевалось, что они должны сидеть в мамбле. Ну, Пихай реформ. Так, мы, в принципе, снимем сжималку, Я уже в него зашел. Рускан, да. мы снимем, Рускан, простите. а мы даже 4 смарты зафитим. Вот так, вот так. Ну, хотя сам бродкаст, он от тостера. И вот так. И зафитим сейчас сразу 4 смарты. Сделаем такую штуку прям мощную. Так, давайте. Весь. А вот это что такое вообще? Так, секундочку. А, я же трактор ставил. Все, я понял. Так, вот это мы оставляем все дело. Влепило оставляем. Вот это оставляем. Трактор, мобилку. Вот это оставляем. А вот это все. Так, сейчас. Поехали все равно кого-то. Ну конечно, ёпта. Полсами опять вкладывает. Да это, бля, и вообще пиздец, на каждый раз. Я с лопатой обычно на нее дрон откидаю, чтобы это...
Не так больно было. Все, вот так сделаем. Так, ангар флота у нас... Так, у нас топлячком. А мелочи уже не осталось. Что-то у тебя там... И здесь нам нужно... Да я уже разговариваю с тобой. Оп. И все. Ну, это ж, блядь, и 2 дня. Эти, скажи мне... Контейнеры закинуть. 2 штуки, хорошо. Да, это вообще... Так, давайте одну эту Солнышко, я вставим. родился. Одну эту. Не, я когда с этим, с указкой когда катаюсь, я обычно вытаскиваю этих Heavy Shield и заливаю себе лопат. Все, 4 смарты, еще леечку на всякий случай для лопаток. 13-й день. Это место уже занято другим Не объектом. новорожденный. Так, все, 4 смарты, отлично. Старшая ясельная группа. Да? Да-да-да. Когда выпускной. Ну всё, Вот они хорошо. выдают последнюю Давайте прогружаем лопатки. плюшку новичка. На 15-й, по-моему, да? На 15-й день выпускной из ясельной группы будет. А там пока правда не сядет. Я тоже когда-то копал в кайф. Уже 2 года не играю, но скучаю по Еве. Я думаю, ты еще вернешься. У меня тоже был период, когда я, ну, довольно-таки продолжительный период не играл в Еву. Сейчас ФК сказал то, что только цины, блопсы и факсы в Пихаве сидят, так что кыш отсюда. И получается так, что у меня Ну, было он 3 вообще на возвращения. Эдихайме озвучил это. То есть Он в не 2000 сказал именно кому-то персонально. 2008 году я начал играть. Ну, лопсы и факсы. Всё. Одни из нас, да. И Нимкс, который Кстати, сидит, смотрел в личине. Саулис, привет, как ты? Как ты, дружище? На фотике. Так, получается, как устроено? Я говорю, в 2008 году начал играть. Ну, вообще по правилам... До на где-то 2009 этих самых года. Потом начал мазерах играть в надо 2011. фармить 3 окна. То есть До где-то ты 2013, фармишь мазером, у тебя над мазером нет, стоит даже больше, цена, до 2000, наверное, и 15 где-то года. в И итоге вот должен потом, быть факс. спустя года, начал играть вот активно, Ну и все это подбихаем. ну, года 2 назад. То есть Ева такая штука, она тебя не отпустит. Да, сейчас этот... Ты будешь к Я ним ему написал, возвращаться и типа, слышал, возвращаться он такой, всегда. Я в английском вообще не шарю, так что... Что там сказали? Я говорю, типа, то, что попросили выйти. Да, жив-здоров. Вот он докнулся впервые с мая месяца. А Пофитился, кто тогда отлично, до можно самого сказать. До Думника докопался, что он... Рад очень, рад. Круто. пацанчиком крадл. Но он не до этого доебался, он доебался до того, что... Так, давайте музыковой ряд немножко сменим. И он, по-моему, не в Сиге был. Вот он такой. Более. Есть принятый фит, который обеспечивает... А я все насчет твоего хагаза думаю. Ты сколько эфорта Мазера? готов в это вложить по времени? И чего? Чтобы Бихайф успел как-то отреагировать. Легче бросить курить, чем Еву. Ну да, согласен. Полностью согласен, да. И в рот не ебал. Поэтому и крабик такой. Саулис, а что такое эфорт? Я немножко не понял это вот фразы. Что такое эфорт? Усилив газ?
Ну смотри, как я это вижу. У меня есть в целом направленность. Направленность есть уже. Она заключается в том, что я копаю луны, лед и, ну, руду простую. Вот, соответственно, я размышлял насчет газа. Конкретно квалифицироваться именно в газокопателя нет, я не хочу. Мне нравится рорка, мне нравится вот это вот весь момент мобильности с ней, да, то, что я могу от системы к системе летать без проблем. Как я вижу копку газа для себя? То есть у меня есть комплект парпойки, плюс, ну, на данный момент вентурки, это будут в дальнейшем каветеры, они все залазят в рорку. Вот мой формат, да? И, допустим, если я где-то насканил ВХ-шку, в которую я могу просканить, я, допустим, просканил, там есть действительно Даже не стоящая потихоньку, газовая аномалия, довольно-таки... я подключаю ребят с Карпы, которые там могут мне там помочь, может быть, за денежку, может быть, просто по фану. Ребята, которые хотят пофармить аномальки, допустим, ВХ-шки. Мы с ними всеми кооперируемся, они летят, короче, там фармить аномальки, ПВП флот заходит, чтобы нас поохранять там и пофаниться в случае дропа на нас, допустим, там местных обитателей. А кто майнеры, они добывают газ. Всё, Я вижу это так, потому что я говорю, я уже 2 флота И сама главное, только сейчас про похоронил. них вспомнила и начала пилить. В ВХшке именно, когда я за газом туда полетел. Чё-то я больше Надо было так не просто раньше хочу. меня толкнуть. Так, у нас сейчас давайте посмотрим, во что обуты. У нас обуты Так, воровские за стрипы. смертью посылать. Все хорошо. Вот, И мне послышалось или этот? Что случилось? все нормально. Да сколько тебя ждать-то можно, на Луне уже поллуны нету. Так я пока загрузил лопаты, сейчас цинку готовлю. Все, я уже лопатки загрузил, сейчас во флот вхожу и выхожу. Там еще моя луна висит, ее можно будет покопать тоже. Нам бы тут да есть. Юр, давайте просто цену прожгу, что ты там свою знать будешь. Просто Или две. я могу прожечь. Да нет, я же в этот, у меня рорка в этой системе. Я просто пока, говорю, лопаты прогрузил, вот они только прогрузили, сейчас во флот буду входить. Гости. Так, куда я попал? У Укопать. Никуса сейчас стик 60. Отлично. Я Так, вот думаю, если это я много или мало? залетел в окопать, давайте вот так будем делать. На вынте. Да. Угу. Нормально. Блять, вот это вот сейчас, конечно, тема Аполло. Аполло у нас... Ну просто я думал, там какие-то вообще типа ну, невменяемые цифры будут. Нет, там- Сейчас всем Там те же прокину. фича в том, что его нужно умеренно крабить. То есть, как бы, ты можешь бороться и очень быстро его скрабить, если ты прям... У тебя прям тонны ДПС, и туда можно загнать ваншотать непись, там, прочее, прочее, прочее. Тогда ты этот маяк схлопнешь достаточно быстро. Но ты словишь меньше волн неписи. А если ты его крабишь умеренно, то есть у тебя ну, ты попадаешь в таймер того, что у тебя идет цикл защиты, цикл поиска, цикл Так, защиты. вроде всем цикл поиска. прокинули. То есть достаточно длинные у тебя получаются вот эти вот циклы.
непись успевает к тебе приварпывать больше. То есть, если тебе нужны иски, то ты растягиваешь это удовольствие. Окей, всем прокинули, ага. А лут там... как? Пробки забыл. А вот в Да не конце, пробки, когда у тебя нет, маяк прилетали ты меня, самого дропали. маяка лут достаешь. А, хуя себе, куда вы? Ну, коллективная мегакопка там у тебя будет, да-да-да-да, она сейчас и будет как Я раз таки понимаю, в происходить. случае того, если какой-нибудь пиздец происходит, ты просто маяк ебаешь и отварпываешь. Ты вынужден ёбнуть маяк, чтобы отварпать. Маяк тебя держит. Да, БТВ, нормально, Нет, что мы это я твой помню, слышим? когда Ну, мы я как тогда бы это специально так играл сделал. над Никсом. Да. Ну, у тебя вот Я специально так вокруг сделал, маяка, ребят, там, чтобы не вы помню, зона сколько-то послушали, десятков как километров, происходит что ты корпоративная можешь, копка Луны. Там, по-моему, он дипло что-то. Чтобы не только меня слушали, а что происходит в Карпе и так Расстояние. далее. То есть, На расстоянии сколько там ты стоишь от него. То ли 5, то ли 10. прониклись, так сказать, чтобы его запустить, моим еще стоит. вайбом. И он тебя держит, не дает То есть вы тебе думаете, я, оторвать. То есть на тебе когда point там стримлю весь и цикл. вам Дискорд не показываю, я типа такой вот сам по себе? А когда Нет, ты я, его конечно же, включаешь, с вами тоже. эти- Но в голосе отключаются всегда вот все есть моды, такое то вот, есть, что кто-то что-то ты обсуждает, стоишь на месте, ты не кто-то можешь делится атаковать, какими-то своими мыслями. Ты фактически вот Это как на самом в деле панику круто. попадаешь, есть- только Майнинг, он именно за объединение людей. То есть это такое А Мерсеру дали кнопку альянсовую? групповое действие. Почему альянсовая? Она ту, наша карта. А, ебать, мне просто в PG в первый раз что-то скрипы. Ну, Пиджин, да, он приходит всегда, и у меня кнопка Так, есть. все, выходим. Да, Пиджин, только для майнеров. Хуя себе, не, мне просто только в первый раз еще что-то пришло в PG от нашей карты. Обычно ДС. Так, ценочка у меня тоже пошла. Да, ну, потому что обычно Пиджин не открываешь особо. Да нет, он у меня открыт, просто то, что он постоянно пищит, это меня подбешивает. звук выключу. Тогда я вообще не буду на пинги внимания обращать. Вот смысл в нем вообще, да. Ну, у меня он достаточно часто открыт на втором окне. Так, зажимаешь Shift, выделяешь своих пилотов, потом мышки Монитор. перетаскиваешь нужный сквад. Проблема. А, даже так, слушай, блин, я не знал. Да, у меня тут есть телек старый, но его надо перевесить. Я офигенно не знал, у меня всегда это такая, ну, довольно-таки глобальная проблема у меня возникает, что вот это вот прокидывание каждому окну, короче, блин, вот век вижу, спасибо большое. Буду пробовать в следующий раз, спасибо. Я не представляю своей жизни с одним монитором больше. У меня старый моник был вторым, ну, тупо для всякой информативной хуйни. И когда у меня сдох моник, я 2 дня работала без Включаю него. варп-двигатель. Так, все, полетели. Я отобрала у Лендера моник. Я тоже, я, наверное, раньше всех из своего круга общения пересел на вот, когда у тебя 2 монитора и больше. И это просто, это как наркотик. По удобству. У меня в какой-то момент вообще было 3 монитора, когда я только в Ео начинал играть. Хо-хо-хо. Ну, у меня второй моник появился там несколько лет назад, по факту. Я тогда еще в Black Desert играла, и у меня была фича в том, что они завезли, что некоторые окошки... Так, под D3 у тебя 12 лопат выходит, я смотрю. С приколом в таком раскладе морочиться нет смысла. У тебя только Витал, и в таком раскладе в Коветра не поместится. У меня бетить на свои лопаты ты не собираешься, как я понял. Нет, бетить я собираюсь, но только не ВХ. Подожди, я немножко не понял, а в чем смысл, как понять, не влезет? Ты имеешь в виду, мало лопат у меня? Надо больше? Просто вот, допустим, если больше лопат, я не совсем понимаю, куда их больше-то. Не, я имею в виду, что тебе нет смысла брать сиджушную линковозку. Так и ждать ее не придется. Ну да. Да.
Сколько у вас сейчас градусов, то есть? Ой, красота вообще, смотри. Не знаю, у меня на градуснике на моем 38,2. Сейчас пойду в городе посмотрю. Поверь себе. Сейчас я аккуратненько Средняя температура по больнице 37. в серединочку встану. Между двух, Потом лопаты отворпала. Тася, детский сад. между двух ророчек, вот так вот. Детский сад улетает. А, это не твои. Не мои. Это мои прилетели, это мои прилетели, наверное. Да-да-да, их просто разбампало в тебе, наверное. Так, вот сейчас выставляемся вот так. Все, стопаем. Ну, нормально ребята копают. Ветры, рорки, халки. Все Ну, кстати, отлично. Никс написал то, что офицерки падают с маяка. Да. Так, у нас в аккурат вот сейчас вот здесь прям будет Для меня это очень, просто очень, очень, удивление. очень хорошая точка. Точилки еще туда падают. Я думал, точилки Так, падают только из бед. Давай, тормози, 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 тормози. Или там какие-то high grade, самый топовый. Какие красивые рорки-то, слушайте, скины, ё-моё, вы видели? У ребят какие скины золотые прям. Блин, офигенно смотрится, ну-ка. Шикардос вообще. Кайф. Так, чем мы там остановились? Да, вроде остановились. Так, аккуратно, Юра приворпал. Взял мне бомбануло от коробки. О, Тася поехала. Да, я выхожу из сиджа, мне нужно подползти обратно, мне иначе лопаты ничего не сожмут. Сидж Так, а у тебя коробка где находится? Подожди, я сейчас тебе обратно бомбану. Я Ну, думаю, там ты не правильно. рассчитаешь так. Надо он просто бомбанет меня с другой стороны. А сейчас посмотрим, подожди. А ты сразу Я под обратно резистором. сдала на коробку, помню. Мне кажется, ты сейчас не в ту сторону я бомбаешь. Мгм. Я от неё Так всё нет, дальше и дальше. я же прилетел с другой стороны, я наоборот. Не, Юра, ты сейчас ее в противоположную сторону от коробки бомбанул. Придал ей дополнительное ускорение. Блин, ну сорян, сорян. Так, а чё, у вас бонусы раздаются, нет? Ну, пока да. раздаю. Сейчас Тася это переедет маленечко. Ага, все вижу, ага. Ну, я говорю, да, я сейчас через 2,5 минуты у меня сидж-ред, бонусы будут мелкие, я чуть-чуть подползу. Так, короче, я между вас стою и тоже этот чилю. У тебя с собой жимка на луну или нет? Нет, я чисто в смарты засветился, у меня 4 смарты с собой и шилд-репка. Я пока смотрю, как Тасю бомбает, у меня все лопаты перестали копать. Ну, Тася от ужаса тоже все лопаты перестали копать. Так, я думаю, я тоже этот стану в сидж на всякий случай. Ну, чтобы для компании. Давайте выкинем энормус. Вот так, раз. Так, наш энормус, он пустой, мы его переименуем сразу. Юрий. Типа персонажа. Вот так вот, раз.
Все, наш Юрий. Лопатки давайте будем опрочить. И потихонечку выставляться. Луна такая неспешная штука. Вот мы прям вот берем сейчас сразу 62 вот так вот километра. Блять. Я тоже Лучше. поехал. Пришел, блин, всех растолкал. Да я тут аккуратненько между вами встану. И всех подвинул, походу, да? Мне это не страшно, у меня только трактор из такого из надобности, а вот Аси, да. Ну чё, сейчас это, я уже в 5000 километров, ой, в 5000 метров, все уже в километре улица. Сейчас в обратную сторону в разгон встану и в сидж упаду. Сидж-офф. Ой, я не то. Сейчас жимка, Стоп, наверное, это не мое. я быстро. Мне аж надо Юрий. Вот этого Юрий. Ага. Так, а я здесь-то то. Все. Кегли, да, пятница, прайм-тайм. Ух, походу контента ждать сегодня, да? Сегодня контента ждать не стоит. Я имею в виду, если ты имеешь в виду дроп на рорке. Почему? Потому что сейчас работает Beehive. И там в Beehive уже, наверное, штук 15 факсов. Опа. А жимки, да и нема. Я же сказала, ну без Да сиджа я даже. понял. Поэтому сам понимаешь, если здесь рядом просто вот по цинке, у меня цинка рядышком. В общем, так эта луна и В тече- пролетела, в- R8 7G. Никто ее не скопал, и все, она закончилась. Ребят, и форм блоб, это ж плюса. Если в течение минуты сюда приходит куча... Ну, они, значит, еще стенды не проставили. Я не понял, это что такое? Это что за этот... Короче, двое 8-2. Это что такое, ребята? Я сейчас всех толкаю, тут пошли нафиг, я тут в сидже на ебейшей скорости. Раз как ты в дрифте так переворачиваешься. Сейчас мимо коробки проедет. Да, я так и думал, Тунеядец кстати, такой, блин, у нас набрала появился. скорости. Жесть. Я вроде всех андокал. Вертится. Ну, короче, я Да, Прудникова, и да. ты от Прудникова будешь рефикиться, я так понимаю. Да посмотрим. У меня скорость сбросилась за счет того, что я... Да, сейчас на самом деле много происходит движений в Да, гунах. да, ты отползаешь обратно. Там, понимаешь, какая ситуация? Там На какой скорости? больше половины скорости севера 30. сейчас Ох, переезжает к ебать. нам. Так, быстренько все собрать из коробки. Ну, соответственно, возможно, с кем-то плюсуются для пролетов, с кем-то плюсуются просто потому, что это чьи-то плюса, другие. Поэтому сейчас вот в этой ситуации просто нужно немножко подождать хотя бы середины декабря. И там уже будет более-менее общая картинка проясняться. Что, где, почем. Кто с кем, кто за кого. Ну, все, потихонечку выставляемся. Перепурим, ты переставишь рорку нормально. Да и, наверное, уже можно будет где-то в другую сторону переставляться. ну. Да, стоим-то нормально, еще копать дофига. Да и тем более бонусы на всю луну, поэтому я думаю, не особо есть резон в этом плане. Мы с места отсюда достаем еще поллуны. Ну, давайте, может, маленький-маленький действительно перерыв сделаем. нормально В Еве переставлю, сформировалась иначе я биполярочка. помню. Да. Хочу Я не очень против. какой-то жесть. Есть типа одна сторона, север и юг. И все. Больше никого нету. Тупо мне на реварп хотя бы время. Я обратно от норку реварпну, да встану на место. Сколько сиджу? 2,5. Ну, чуть меньше, 2 ровно. Так, давайте расставляемся потихоньку.
Я немножко ускорюсь в менеджменте, чтобы уже выйти в рецикл, потому что я прям очень хочу сегодня еще покопать. Все-таки камешки такие, я давно таких не видал. Сейчас эти дальние позабираем. Золотой такие, рыженькие какие-то есть даже. Так, все на Юрия, давайте. Опа, опа, вот так. Кстати, вопрос. Если нельзя отварпать во время того, как ты находишься на маяке, как тогда люди интегрируют то, что можно ставить? Ну, точнее, есть смысл заводить себе капитальные окна, чтобы маяки себе больше ставить. Типа, ну, вместе с этим окном проходить? После того, как ты его активируешь, нельзя отварпать. Ебать, понял. То есть активировать уже можно другим кинуть. Да, ты его не можешь поставить не капиталом. Да, понял. Ну вот рорки ты не можешь поставить, то есть ты можешь Так, поставить все, дредом, погнали. карой, Рецикл. мазем, титаном, но ты не можешь поставить его роркой. — 20 секунд свиш. Ух, ебать, а звезда смерти тут у Юра. На ведь был. Опаньки. Так, расставляемся. Что-то какой-то движняк по лопатам пошел, непонятный. Приварку на тонер. А с чего вдруг? Так, все, у всех Юрий. Отлично. Я думаю, остальным роркам лучше пока стоять, чтобы, если что, опять не разбампаться. Я должна прилететь нормально на бампер. Все, погнали копать. Вот так Перед луна системой копается, вопрос. прям вся, смотрите сейчас, она вся выкопается. Ой, из фармблока. Таким большим составом выкапывается луна прям, ну, за здрасте. Они вышли из Альянса, они, видимо, сейчас переходят, потому что они 17 ноября вышли из Альянса в Ультра Блок. Это типа мейн-карпа, насколько я понимаю. Так, сейчас мы второй выгруз сделаем. И пожмемся. А, тут какой-то стоп. Подожди, почему стоп? Бля, я как-то этот начал нагибаться в привычную Не сторону. понял. Не как ты, Тася. Ну, видимо, это у меня волшебная рорка. Вот Не, будут видать, просто я так бонусы. Я, наверное, просто так стою, что это. Ребят, по инту пишут, что в КЦ ВХ и в ВХ стоит бомбербар. Угу. А что там, бонусы у нас есть? Я реварпаюсь. А, все, понял. Ага. Ну, QC это там, где 7G сверху. Да. Ну, ребят, согласитесь, офигенная картина. 3 ророчки, красивые, красавицы такие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, конечно, если оттуда вылезет что-то типа цины и поползет к нам, это будет страшно. Ну, из ВХ все равно прыгнуть не смогут. Им сначала надо будет из ВХ вылезти. Я думаю, это не так долго делается. Это прям кайфово очень. Ну, мне так кажется. Или еще ребята заморочились, эти эмблемки Гунсфарма наклеили. Четенько.
рожечки помытые, чистенькие, блестящие. Не то, что моя. Уже временем бывалая такая грязная вся в пыли. У меня, кстати, есть еще хаммер стоит такой же. Я его уже не мыл, наверное, неделю. А у нас еще такое время было, слякоти, дожди, короче, грязь. И он такой вот, наверное, там миллиметра 2 на нем грязи, короче. Вот такой же, как эта Рорка. Такой же чумазый. Ай. Да вот копка что-то, да. Бонусов нету. А буровой корабль не должен быть реально чистым. Вот то же самое я и хочу сказать, что чистый джип позор владельца, да? А если ты мордой вниз прожмешь Сидж, ты встанешь тебе в горизонталь? Сиджа. Не знаю, кстати, надо попробовать. Ну и сейчас еще 100 метров проеду. Ира, ты сразу под резистами копаешь? На Рорке? Да, да. Понял. Как-то интересно. Все, доехала перед всеми, извиняюсь. Сейдшап, линки тоже. Жемка есть. Отлично. Угу. Вот и рецикл пошел. Так, у нас здесь полный контик. Давайте сюда закинем сейчас какой-нибудь скриптик один. Угу. 72. Хорошо. Может, знает кто, что значит статус не готов, не могу войти в игру? Что-то, если честно, не слышал даже никогда о таком. Не знаю. Так, погнали. Это поддерживающая паутина, чтобы Рорку не рукам повалить. Там ты там тоже еще ползешь? Ну да, там. Сейчас скажу сколько. Ну, 0,5 уже. Дотягиваешься до рук? Ну, у меня до него 4300, так что по-любому дотягивается до пробного.
Юра, у меня 2200. Баба в карпе это как на корабле. Да, Да да, нет, выручили. на самом деле, довольно-таки круто. Абсолютно не соглашусь с негативом в эту сторону. Юра, ты в Сидж падать не будешь? Да мне смысл. Ну, как бы, если какой-то кипиш начнется, конечно, встану. Просто под сиджом же бонусы, по-моему, выше. Ты раздаешь что-то. А я же не раздаю сейчас бонусы. А, ты ничего не раздаешь, окей. У меня 4 смарты получается, да, и я как бы, ну, как оборониловка такая. Окей. На проход. У меня тоже 4 смарты сразу заряжены. Не, ну там, типа, непись попилить под Сиджом поприятнее будет. Ну, мы для этого есть, чтобы непись попиливать. Не, ну, ретейлки будут быстрее, чем я. Не PvP-шное это дело NPC пилить. А у него PvP рорка, все. Ебать, понял. Я, кстати, если с лопат всех выпускаю дроны, у меня на некоторых лопатах таргет пейнтеры еще. Я их, короче, в оси сделаю все, ну, по одному окну. Там больше 3000 ДПС получается, блядь, с флота. А зачем на лопатах таргет пейнт? Чтобы в ассист дроны давать. Это понятно. Ну, у нас Типа, это на рорке происходит. Просто если ты больше 50 дронов на одного, короче, чара делаешь ассист, оно не позволяет. Максимально ты можешь на кого-то передать 50 дронов. Ну, это я знаю, да, но у меня-то сколько? У нас 10 лопат на двоих, так что у нас все влазит. Но у меня получается 12, поэтому у меня 2 даркета пейнтера получается. Здрасте. У меня в общей сложности получается 13 окон, это 65 дронов. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Услышал Тасю, все. День удался. Ну все, можно уходить, да? Да, можно уходить. Да. То я тут в ПБ сижу, блядь. Изгой. Ой, не знаю, что-то я в ПБ вообще не хочу. Я не хочу. Ну и не хотите. Летаю в ПБ иногда. Блядь, в чаты слетели. Заебись. Ага. Охуенно. Причем только что слетели. У меня 2 минуты назад слетели. Ну вот примерно вот да. Главное, что инфо рекомендуется. Не, только долет. Нам других не надо. Мне надо. Не повезло. Так, единственное, что смущает, это как бы хоть распределились бы по луне. Первый раз кучкой такой вижу, бывало только в Лоукусте. Санта, тут смотри в чем суть. Вот эта рорка, она 4 смарта имеет. Эта рорка 4 смарта имеет. Эта рорка сейчас чисто бонусит. То есть, если сейчас прилетает бобра флот какой-то большой, я смарт в рецикл врубаю, и товарищ смарт в рецикл врубает. И, по сути, у нас вот такая сфера образовывается, которая нон-стоп херачит, короче, дома, которые снимает все торпеды. Это раз. И, наверное, ну, процентов 80 бомб. И то есть даже если нас будут сушить void-бомбами, которые, кстати, тоже очень непросто кинуть. Если там будут что-то там другое делать, то есть мы стоим под бобровым дропом. Хоть 50, хоть 60 бобров, мы будем стоять вот в таком составе. Конечно, если прилетит что-нибудь другое, но оно, как правило, не дропается по цинке, да, оно летит большим флотом, и мы это увидим заранее, мы просто уйдем. Поэтому если сейчас будет проброс бобров, вот именно в таком составе я вообще не переживаю. Лопатки уйдут, рорки, которые в сидже, я, соответственно, с ними буду. Если вдруг все-таки осмелятся сюда прийти на нас, ну мы просто смарты зажгем,
И будем как бы сидеть, ждать Beehive. А Beehive прилетит, ну, в течение 1 минуты, грубо говоря. А там факсы, редимеры и куча всякого такого доброго такого православного. Вот, и все. Поэтому, когда копаешь именно вот в составе нескольких ророк, ну какой смысл мне, допустим, вот сейчас, допустим, если рорка есть, которая дает бонусы и которая дает сжималку. Какой смысл этим 2 роркам какие-то бонусы раздавать и сжималки? Нет. Все, мы, допустим, договорились, что вот мы 3 будем. Все, 1 бонусная и 2 пвпшные, так скажем, да? Ну и все. Они практически любой бабраганг танкуют именно смартами. Плюс то, что, допустим, пробивается через смарта, если вдруг есть куча батареек, есть еще бустеры, есть анцелярки, есть эти капшил репки. Ну, блядь, короче, до хрена кого чего есть. Если вдруг что-то там, какой-то маленький процентик через смарты пробьется. Ну, как бы вот так. С этими багами чата у меня помощь на русском на всех новых окнах. Да. Так и копаем. Аналогично, Тася. Вообще Ой, Не еще забывайте спрашивать, как сесть в дрон. А Рорка что, не копает? Нет? еще один рекомендую. Нет, она как, этот, А Стиви писали. она как можно просто перефитилка. релогнуться. Да, Причем ой, за счет того, что мы рядышком друг с другом, Санта, Только выставились нормально. за счет того, что мы рядом с друг с другом, вот этой Рорки не нужно выкидывать мобайл депошку, она может рефититься об нас. Я не искала. Я искал. Значит, так. Я из дома просто не выхожу. Санта, да, согласен. Так, значит, нету. Согласен, да. В минимум 2 магазинах, где у нас больший выбор алкашки, нету ничего. Ну, на самом деле, сливовый, как казалось, когда я прочитал состав, блядь. Но по вкусу Блин. как вишня, блядь. Ну, там рядом, да. Почему он реально, ну, он реально... 150 бобров, это, конечно, рисуется. ну, это Я жутко. как минимум такой не пробовала. Но у меня сейчас Есть. полынью стоит. Есть еще 2 этих самых, которые мы с тобой... 150 бобров, это жестко. А дрона экскаватора нет, на Луне можно использовать? Можно, но они как бы очень медленно летают сейчас. Спайсит какой-то. Не пробую, да. Вот Я, мы может, с тобой сейчас и выкину, кстати, да. Но дело в том, что... Допустим, если это какой-то гравик, ну, аномалька, смысла нету, потому что очень большой процент отхода. А на Луне такой R8 вообще как бы Может, у меня за выбор здрасте, да, куда-нибудь надо исчезнет. использовать. Я тебе вот фотку кидал с этим самым... А, это я у тебя на фотке в гурманите тогда. Тяжело. На R8 Луне использовать экскаваторов это только в кайф. Зачем туда выходить, блин? Я на обеденном перерыве бегаю в магазин в соседнем доме за энергосами. Ненавижу, блядь, людей. Вот аналогично. Но Какой при ты этом я чувствительный работаю. мальчик, Томми. Так, нормульчик, мы уже почти по 350 лямов копнули. Только залетели. А откуда цитаты? Из острова сокровищ? Спиздили, который большой куш. Только там Там. цыган. Да-да-да, а остров сокровищ мальчик Билли. Да. Да-да-да. Мне вот интересно, я один такой еблан, который срывает себе палец, блядь. Отстань. Штопор, короче, который палец срывает себе. Хуя. Это как? Закручиваешь штопор, отвлекаешься, начинаешь, ну, получается, вытаскивать эту пробку, у тебя палец попадает под эту спиральную хуйню и сдирает
Какую-то Так, часть ладно. кожи. Ну и мясо заодно. Ебатый лох, а зачем отвлекаться? Давайте дискордик уберем. Потихонечку будем сворачиваться. У нас и так уже сегодня почти 5 часов стрима. Да, круто у вас теперь. Понятно, почему гунов все хотят, завидую. Ну, реально круто, реально круто. Я ж говорю, что сидишь, копаешь. Сейчас тем более, как бы, война закончилась, все ФК вернулись назад. И вот, допустим, я сейчас, ну, завтра буду копать. Стримчик будет обязательно по копке тоже. Но я буду копать вообще в абсолютно таком простом состоянии, потому что будет Beehive флот, в котором куча факсов, и я прям, ну, очень большую уверенность буду иметь, что меня спасут. А вот эта вот уверенность, кстати, она, когда ты знаешь, как все сделать правильно, очень много значит. Ты просто копаешь в кайф, ты не переживаешь там за что-то, не трясешься, просто вылетаешь, копаешь, ты знаешь просто, что делать в случае чего. И это офигенно. У вас в Корпе так... Нет, у нас в Корпе очень много людей. Это все окна майнеров, да. Вот я листаю вот. Это причем небольшая часть майнеров. И в Корпе в то же время очень много ПВП-шеров. То есть те, кто летают на ПВП на постоянной основе. А как бы очень хорошо. Тут больше, знаешь, как больше бывает иногда такие зарубы, что ПВПшеры немножко так это свое фи высказывают в сторону майнеров, но это пресекается. Вот. У нас нету такого, что там ПВПшер лучше майнера или там кто-то лучше другого. Нет, у нас все абсолютно важны. Это именно коллективная такая штука. У вас часто майнинг флоты? Блять, ну каждый день. Майнинг флоты каждый день. На луны, на гравики, на все что угодно. Санта, так это сейчас и зачастую мазера спасают, ну, успевают. Нет, я говорю, если тебя интересует производство, скан, майнинг, у нас в Корпе очень-очень такая богатая инфраструктура по это все дело, поэтому, ну, я и советую всем, кто майнит и хочет перебраться в нули, перебирайтесь к нам. Так, мы сейчас уже пошли. Уже 600 копнули. Только залетели. Прикольно.
Зря ФК Луны нерфили БТВ. Ну, почему зря? Наверное, со стороны разработчиков и их аналитики они видят какой-то дисбаланс. И поэтому принимаются какие-то меры. Я думаю, все-таки все основано на этом, чтобы был баланс. Ну, то есть, смотри. Я понимаю, что именно сделать баланс там на 100%, короче, одинаковый, неправильно. ВХ, жизнь, она немного сложнее. Но когда ВХ, допустим, было там x5, x6 от того, что есть в нулях, это неправильно. Вот, поэтому они уравняли где-то каким-то моментом, что ВХ чуть-чуть прибыльней, но не прибыльней там, что на голову. Вот. Вообще, в целом, если брать все MMORPG проекты, вы представляете, какой колоссальный труд просчитать все вот эти моменты и сделать баланс. Ведь ты изначально, даже когда просчитываешь, ты не можешь учитывать все. И поэтому и происходят эти всякие ребалансы, которые уже догоняют, по сути, все на круги своя. Ну, как-то так. Блин, ну, кстати, сегодня странно. Пятница. Абсолютно спокойно все. Это вы про кого говорите? Абсолютно спокойно-то да, но цена проспекта уже прикусили лол. Ну да. А где они взялись-то, цена проспекты? А, ВХ, подожди, понял, ВХ. Если ты охуел, ты говоришь, it's very spicy. Почему не приветствуют? Это, скорее всего, нет, это ФК копает на Макинавах, поэтому он немножко узко мыслит. А сейчас же был этот курс ФК Лукоста, и много сейчас новеньких будет выходить на введение флотов Лукоста. Ну да, да. Пожалуй, напишу вашим рекрутерам, может помогут. Да, конечно, лучше так сделать. Так, я что-то сегодня молчу. Кого? Не, Кракена я вообще не люблю. Он
ну, он сделал на стриме у Биста то, что он не должен был делать никогда вообще. Нет, короче, Бист полетел в их системы и наткнулся на Кракена с их флотом. Причем они были на флотом, ну, таком более-менее нормальных кораблей. Они, короче, от Биста свалили. Он пишет ему, типа, Кракен, что вы свалили, дайте бой. Я, говорит, плачу, если ты, короче, типа, переживаешь, я тебе сейчас лярд Исак переведу. Чтоб ты... Да, я компенсну ваши, короче, шипы, но просто дайте бой, чтобы именно не так, что вы, типа, на отъебись сделали, а просто подеритесь, вот как вы можете, я вам компенсну шипы. Переводят, короче, Кракену бабки. Кракен говорит, давай, кидай, короче, бабки, я вылечу. Бист, короче, переводит ему бабки прямо на стриме, короче, вот в его ответ. Ждет, короче, когда они идут ПВП, а тот, короче, андокает флот на нубшипах и прилетает к нему на нубшипах, прикинь. Бист, короче, говорит, ну, блядь, это какой-то вообще, ну, типа, ну, несерьезно. И улетает. Ну, и с тех пор, короче, Кракен вот, как бы, репутацию не очень хорошую имеет. Да он недавно же тоже, он же недавно, типа, гуны, короче, распадаются туда-сюда. Пацаны тоже скидывают. Да не месяц-два, это вот только вот недавно было. Я типа говорю, да это фигня. И он потом уже на стриме у себя, короче, типа в конце говорит, извините за мой бейтовый, короче, заголовок. Я просто хотел привлечь этим внимание к себе, короче. Ну, понятно, что не очень честный человек. Я просто стримлю сейчас, я не могу такие вещи там впрямую говорить нам. Нет, тут есть некоторая этика. Я ее соблюдаю. Да? У вас было чуть-чуть слышно, минут 30 я специально так включал, когда вы мило беседовали. Да я... Нет, вы ничего запрещенного не говорили. Ну да. Так, ребят, я потихоньку сворачиваюсь. Что-то я уже, естественно, сегодня чуть-чуть подустал. Уже сколько? 5 часов стрима. Сегодня еще такой день был немножко сложный по работе. Вот, поэтому потихонечку давайте будем сворачиваться. Плюс я еще чуть-чуть расстроен, что все-таки
итогами стрима должно быть было обсуждение нового контента в Еве, да? А у нас так получилось, что мы нифига вообще не посмотрели. Включаю варп-двигатель. Так, ребят, всем спасибо. Все, я полетел. Вам, конечно. Да я уже закругляться буду, у меня по 2 ночи спать хочу. Сейчас по каналам разбежится новость, жди. Ну да. Так, что, все улетели? Давайте посмотрим, все ли улетели. Все улетели. Кайфово. Ну давайте подводить итоги. Ролочка пока доходит. Короче, всем спасибо большое за то, что подписались сегодня новеньким. Всем спасибо стареньким, кто меня смотрит, кто подключается к стримам. Вообще, я как бы... Без вас я никто, поэтому вы мое все. Я вас очень всех люблю, уважаю. Давайте, вам хорошего вечера пятницы. У меня немножко время, скорее всего, быстрее, чем у вас бежит. Поэтому всех обнял, приподнял до хруста. Давайте, ребят, хорошей пятницы, хороших выходных. Я думаю, еще увидимся завтра и послезавтра. Так, может быть, на какие-то небольшие промежутки времени. Все, в общем, всех пока, всех обнял, приподнял. Счастливо. Ну, я буду. Ладно, хер с ним. Того, что как мало денег он мне заплатил, и я ему говорю, ты чё, блядь, издеваешься, что ли? Это же, говорю, вообще залупа. Я говорю, не буду больше здесь работать. Какой, говорю, мне смысл работать за 4000 рублей, говорю, чел? Я потратил на бенз, говорю, 3,5. Ты чё, говорю, издеваешься, что ли? И, короче, из-за того, что я был вежливым, это почему-то всех поражало. Всех, с кем я